Итак, друзья, прямо сейчас в режиме реального времени я читаю выступление Трампа только что по пошлинам, потому что суд принял решение признать незаконными пошлины Трампа. Итак, для тех, кто не следит за ситуацией, я расскажу. В 2025 году, если помните, в самом начале, январь, февраль месяц, март, вот мы падали по всем рынкам, и Трамп умудрился своими заявлениями про пошлины на Европу, на Мексику, на Китай, на Евросоюз. В общем, он всем странам объявлял, притом путался в показаниях. Сегодня он говорил 15, 20, 35, 50, 100%, 140%, 79, 63. Это был генератор случайных чисел. Он всем объявлял пошлины. И как только он начал это объявлять в январе, рынок повалился. Фондовый рынок, крипторынок, все тогда обвалилось. Если помните, все же ждали, что сейчас придет великий, могучий, рыжий, и как полетим, как заживем. Будет у нас тут и крипторезерв, и вообще криптосообщество, и вообще будет все потрясающе, $1 миллион завтра. Но, вопреки всем обещаниям, Трамп начал вести очень опрометчивую игру. И в чем тонкости, сейчас я вам разложу по полочкам. Значит, для тех, кто не понимает, что происходило. Трамп, как такой, знаете, ставленник элит, начал в начале 2025 года сыпать вот этими безумными цифрами. На одних ввиду там Канада, но это же наш партнер, это же сосед, ну как так? Нет, давайте 30, нет 60, нет 50, какое-то количество пошлин. Потом давайте на Венесуэлу, давайте на весь Евросоюз наложим, давайте на... Короче, вы помните, да, после этого приезжала Урсула фон дер Ляйен и говорила, ну давайте как-то договоримся, мы у вас много купим нефти, мы заинвестируем в трежерис. То есть они пытались все договориться, лишь бы как-то дедушку отпустило, и чтобы это было наименьшей болью. А теперь рассказываю, что происходило на самом деле. Пока Трамп рассказывал, всем угрожал, клюшкой махал, называл рандомные числа, серьезные дяди в больших кабинетах считали цифры. Какие будут последствия? Какие будут зеркальные меры? Выдержит ли Америка зеркальные меры? Все-таки пострадает ли финансово Америка или не пострадает? Идет очень тонкая игра. И как только они сопоставили выгоды от потерь, ну, какие-то товары ведь могут перестать, например, поставляться, в частности, там, в редкоземах, например, в уране обогащенном. Ну, и там целый ряд есть товаров, которые, там, магниты очень нужны, например, из Китая, и так далее, так далее, так далее. И вот в моменте, когда Америка поняла, что слишком много товаров произведены вне Америки, чтобы пошлинами все это задавливать, потому что эффект от пошлин может бумерангом захлестнуть Америку, и Америке будет хуже, потому что те стратегические товары и обычные товары обычного потребления, которые по большей части изготавливаются вне Америки, будут приходить с добавленной стоимостью дороже в Америку, это будет разгонять инфляцию, именно поэтому Пауэлл говорил, что не спешите, мы еще не изучили последствия пошлин. Именно поэтому давайте, чтобы политика была взвешена. И, значит, спецоперация заключалась вот в чем. Выходит Трамп и начинает всем угрожать пошлинами. Он вводит на все какие-то безумные цифры, числа, математически не подкрепленные, экономически не обоснованные. Просто от фонаря. 20, 30, 50. А в этот момент статисты, экономисты и прочие биг-дейта, сборщики и АИшки, искусственный интеллект, считали последствия, экономический эффект и так далее, и так далее, и так далее. И когда дата была собрана, они приняли решение. Итак, а теперь выходит Верховный суд и отменяет, и говорит, это было незаконно. Почему это произошло? Потому что пока это все исследовали и подбивали дебет с кредитом, все-таки поняли, что все то, что понаводили сгоряча, мы уже прощупали почву, мы посмотрели, какие могут быть обратные реакции, мы посчитали математику, и вот теперь все будет по-серьезному. И очень важный момент, сейчас я перейду к цифрам, мы после этого посмотрим технический анализ фондового рынка и крипты, и там не все так гладко и хорошо. Март очень-очень важный месяц. Поэтому вот именно там 24-27 марта достаточно рискованные даты. Вот конец февраля и начало марта, простите, 24-27 февраля и начало марта очень рискованные даты. Я сейчас покажу на цифрах, почему они рискованные. То есть если мы немножко абстрагируемся от вот этой геополитической повестки и сконцентрируемся только на цифрах и на техническом анализе, картинка негативная. Но вообще отмена пошлин — это как бы хорошо. Это приведет к локальному ослабеванию доллара и к небольшому росту рынка, если не Иран. Если Германия призывает покинуть граждан Иран, что-то таки готовят. Сейчас МИДы разных стран это призывают делать. Это пока что вот это настоящий риск. И вы знаете, вот Трамп буквально вот только что заговорил про инопланетян. Сейчас отмена пошлин. То есть так настолько уже начинает
смещаться курс и фокус внимания от тех самых файлов, что по факту, если еще и Иран начнется, то про файлы забудут через 2 недели, вообще не до файлов будет, ребят. Поэтому вот это пока единственный риск, посмотрим. Если конец февраля, начало марта что-то там таки произойдет, нужно следить за этой повесткой, потому что на кону энергорынок, на кону, скажем так, обжим Китая, на кону нефть, Ормузский пролив, на кону, скажем так, региональная дестабилизация, куда будет втянута и Турция, если кто-то думает, что пройдет как-то незаметно. Нет, и Азербайджан, и Турция. Там в регионе, конечно же, затянут очень многих. Ну, а вы знаете, что Иран поддерживает Китай, уже очень много бортов прилетело с оружием из Китая, поэтому это может оказаться более крупным событием, от которого содрогнутся не только рынки, но и десятки, может быть, даже сотни миллионов людей по всему миру. Поэтому смотрим внимательно. Простыми словами, то, что Верховный суд отменил или там сделал illegal, то есть незаконными пошлины Трампа, на самом деле пока что ни о чем не говорит и ни на что не влияет, потому что у них большинство. И если даже завтра положат на стол какие-то новые законопроекты о введении пошлин на какие-то другие страны, либо на те же страны, только с другими цифрами, только уже обоснованными экономически, геополитически, стратегически, вся big data собрана, то есть все, что он начал зондировать, надо эту тему профинтиклировать, есть такое вот выражение в аналитике, да, то есть нужно пробить тему. И вот он пробивал эту тему. Он, знаете, он как таран. Он все уже наговорил, и посмотрели обратную реакцию. А вот теперь, пока есть большинство, они могут даже усилить санкционное давление, если по расчетам аналитиков и экономистов это будет приемлемо и выгодно Америке. То есть то, что Трамп самолично не может. В чем прикол от того, что сказали, что вот это незаконные, вот эти вот illegal пошлины именно Трампа? Ну хорошо, ну значит не Трамп, а большинство республиканцев проголосуют, да и все. Те же яйца, только в профиль. Поэтому пока что это не сильно вообще влияет. Если бы их вообще отменили и приказали бы вернуть деньги, да, это к ослаблению доллара, да, это к уменьшению поступлений, это к раздуванию, наверное, стимулирующих каких-то мер, да, которых много раз призывал Трамп, но Пауэлл откладывал. Почему? Потому что он и говорил, что нам нужно больше времени изучить последствия пошлин. Так вот, они с января месяца изучали последствия пошлин. В конце февраля, годом позже, в январе они начали эту историю, и вот уже в 26-м году, в конце февраля, они уже посчитали, и они уже готовы принимать решения, голосовать и называть не наобум цифры и числа, а уже посчитанные и обоснованные. Еще раз, глобального влияния не будет. Я просто рассказал в первой части своего такого эмоционального спича вообще глобально, что это значит. А сейчас вот безэмоционально по факту. А по факту ничего. Ничего не значит, понимаете? То есть глобально, если бы их реально отменили и попросили всем деньги вернуть, и все, пошлины больше не будет, тогда да, это хорошо, рынки вверх. Но все же понимают, что это временно. Ну хорошо, сейчас вот мы отменили, там ба-ба-ба, а дальше? Ну, примем те же пошлины, только пойдем через Сенат голосовать, через Конгресс. Ну, это уже дело техники. Все равно большинство и там есть, поэтому не важно. Они же какую-то лазейку готовят, поэтому какая разница, через Сенат или Конгресс? Лазейку готовят. Ну, давайте по цифрам и числам. Во-первых, пошлины Трампа, как было изначально заявлено, должны были очень сильно наполнить бюджет и быть очень-очень выгодны Америке. Но по факту, как уже показали исследования, и вот то, что сейчас отменяют, надо же всегда понимать, а что отменяют? Ну, прежде всего, стоит отметить, что почти полностью, там, процентов на 80-90 всей тарифной нагрузки, вот, которую принял Трамп, они, во-первых, ложились на импортеров, а не на китайских там производителей или европейцев или еще кого-то. И как итог в Америке ожидали такой значительный приток цен, точнее, рост цен на промышленные комплектующие, на бытовую технику, на электронику, вообще абсолютно вот все, что из Китая приходилось, а я, если не ошибаюсь, более 650 миллиардов торговый оборот с Китаем. Так вот, большая часть всего, что ехало из Китая в Америку, естественно, чуть ли не на 100% шло нагрузкой на импортеров и на рост цен. Поэтому это прежде всего било по Америке. По оценкам Федрезерва, в первую каденцию Трампа, когда он воевал с Китаем пошлинами, так
было запротоколировано снижение ВВП США на почти 0,5% в 2019 году из-за торговой войны. То есть вот этот рост пошлин, он опять-таки приходился на давление американской экономики. Ну а побочное явление — это снижение привлекательности инвестиционной, и меньше денег идет в твою страну, потому что ты же со всеми пошлинами собрался воевать экономически. Соответственно, падает инвестиционная привлекательность. Значит, по поводу стали. Прирост рабочих мест был около 10 тысяч всего-навсего, да, благодаря этим пошлинам. Секторы, которые потребляют сталь, это строительство, автопромышленность, машиностроение. Так вот, потери были выше, чем прирост в металлургии. Если прорезюмировать, из положительных, пожалуй, стоит выделить бюджетные доходы, ведь тарифы собрали значительные поступления. Ну, поговаривают около 200 миллиардов в 2025 году, и что они будут приносить дальше все больше и больше суммы. Ну, сейчас говорят, что вернуть нужно будет 175. Ну, цены, точнее, цифры плавают. Ну, допустим, 200 миллиардов. Потенциально могли бы снизить торговый дефицит с некоторыми странами за счет сокращения импорта. Это из положительного. Но если мы начнем перечислять отрицательное, вот тут как минимум 4 пункта главных. Рост для населения, раз. И мы сейчас не только про стиральные машинки, сейчас я расскажу подробнее. Снижение роста ВВП и потребления, негативные последствия глобальных цепочек поставок и финансовый стресс для рынков. Ну, вы помните, как только Трамп начал рассказывать про эти все пошлины, вы помните, как рынок упал, и криптовалюта упала на 74 биткоин, в частности, и альты посыпались. Значит, рост цен для населения, и потом уже на втором контуре, конечно, стоит инфляция, поэтому Пауэлл так переживал в итоге, к чему это все приведет, потому что это все было прощупывание почвы тогда, еще в 2025 году. Так, Аус по оценкам, средний американский налогоплательщик, да, или домохозяйство мог платить от 600 до 1300 долларов в год за счет тарифов в виде увеличения цен на товары. Вот что посчитали экономисты. То есть вы пошлины вводите, но в итоге ваш абсолютно любой человек заплатит вот на такую примерно от 600 до 1300 долларов больше. Соответственно, это давление инфляционное, хотя инфляцию пытались сдерживать, именно поэтому мягкую политику ФРС и не вводил, QE не вводил, QT не собирался тушить, ставку драконовскими методами не снижал, именно потому что пошлины. Снижение роста ВВП и потребления, да, значит, прогнозировали снижение реального роста экономики из-за тарифов и рост инфляции на 0,4% в год, вот в годовом исчислении с 25 по 26 год. Анализ Ельского университета указывает, что тарифы могли снизить прирост ВВП на 0,5% ежегодно, как и в 2019 году, так и в 2025-2026. Негативные последствия глобальных цепочек поставок говорит о том, что более высокие затраты на компоненты и сырье приведут к удорожанию производства для американских компаний и отраслей. Тут тебе и машиностроение, и чипы, и хай-тек, и строительство. Ну, короче, все вместе взятое. Ну, а это уже за собой, там, и, соответственно, по цепочке дальше тоже цены начинают расти, и в итоге у тебя повышается инфляция. И финансовый стресс — это неопределенность и риск судебных возвратов тарифов создает финансовые обстоятельства для бюджета, вплоть до потенциальных требований о возврате сборов, а это экономическая непривлекательность, инвестиционная непривлекательность. В общем, еще один большой минус. Поэтому, значит, открываю сейчас график, смотрю, 67 900, немножко стартанул биткоин вверх, это, в принципе, хорошо, это замечательно. Вот, я думаю, что одним риском меньше. Если бы вот так вот безвольно, бездумно позволили бы называть любые числа, которые приходят в голову в плане пошлин, я думаю, что это было бы очень-очень негативно в долгосрочной перспективе. Почему? Потому что сейчас в краткосроке, да, вроде все приехали на поклон, все согласились с Трампом, все сказали да-да-да, о великий, но по факту ведь все понимают, что этого не будет. Все понимают, что это по-серьезному. Это был популизм, это были громкие заявления, громкие цифры и числа. Но по факту нужно считать, нужно прощупывать управление государством и глобальной экономикой. Это очень сложный механизм, который лучше не доручать одному человеку, а уж тем более такому, как, сами знаете, наш уважаемый господин Рыжий. Нужно целое, чтобы исследовательские институты занимались сбором бигдаты и подсчетом экономических эффектов, как плюсов, так и минусов. Не всегда, если чуть-чуть перевешивают плюсы, нужно это принимать. Не всегда.
Потому что иногда есть вот такая вот, видите, как полемика, что все уже начинают вот так на Америку косо смотреть, и на президента, и на Америку, и слишком высокие риски. А вдруг ему завтра что-то опять в голову взбредет? Может быть, ну его в баню, может быть, давайте сами как-то разберемся, может быть, без них, понимаете? И вот половина мира начинает уже очень косо смотреть, а это все-таки экономика и деньги, и инвестиции любят стабильность, любят тишину, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А вы знали, что Сенат — это тоже Конгресс? У многих возникает путаница, что там за верхняя палата, что за нижняя палата, что такое Конгресс или парламент, и вообще чем отличается. Ну, на самом деле есть верхняя палата и нижняя палата, они абсолютно разные. Сенаторов по 2 человека от каждого штата, и выбираются они на 6 лет. А вот конгрессмены, вот так называемая палата представителей, их 435, и они выбираются, они их текучка кадров там, по 2 года. Но их гораздо больше пропорционально к населению каждого штата. И получается такая ситуация, что нам это важно с точки зрения пошлин. Вот, допустим, сейчас отменил суд, Верховный суд отменил пошлины Трампа. И вот мы думаем, это как бы великое величие или это ни о чем? Пока что это ни о чем. Кроме нескольких моментов. Первый момент — риски оттока денег, потому что вроде как наколедовали, насобирали 175 миллиардов за эти пошлины. Теперь могут начаться суды, и начинаются вот эти катавасии. Тут верните, а тут не верните. То есть, ну, тут могут от импортеров, значит, прилетать вот такие судебные дела. С одной стороны. С другой стороны, хорошо ли это? Да, хорошо. Но это ничего не меняет. Объясню почему. То сейчас, например, пока большинство республиканцев в Сенате и в Конгрессе, ну, в Конгресс, Нижняя палата, Верхняя палата, сейчас разберу, сейчас расскажу, в чем разница, в чем отличие. Так вот, пока у них есть большинство, какая разница? Трамп сказал, это республиканская инициатива, у них большинство и там, и они могут протащить эти пошлины и дальше. Главное, чтобы только нужно сфокусировать внимание, на чем, вот какая конкретно нагрузка должна лечь на те или иные товары. Объясню, в чем смысл. Ну, по большому счету, пошлины — это налоги. То есть, по факту, это вот нижняя палата должна такие инициативы протаскивать, и она должна голосовать, а потом отдавать в Сенат, и после Сената уже на подпись президенту. То есть обычно вот такая система должна быть, потому что это касается конгрессменов. То есть это про Конгресс. Вы должны контролировать налоги. А что такое пошлины? Это налог на ввоз. До осени дамоклов меч в виде пошлин по-прежнему висит. Потому что даже если вот признали, что это illegal, дальше что? Со временем они возьмут и просто протащат эти пошлины через нижнюю и верхнюю палату. Еще раз напомню, 435 человек, и большинство там за республиканцами, и сверху большинство сенаторов сейчас тоже республиканцы. Ну, республиканцы тоже неоднородные, нужно это тоже понимать, потому что без этого не было бы качелей с шатдауном и с принятием бюджета. Но я сразу скажу, вот маленький лайфхак выдаю прямо сейчас, об этом мало кто говорит, вообще, по-моему, никто не говорит. Но когда в Сенате и в Конгрессе разное большинство, там демократы, там республиканцы, это дает большую стабилизацию для рынков. То есть либо это нейтральное влияние политической дестабилизации, либо даже хорошо, то есть положительное влияние. Почему? Потому что если вы, вот знаете, сейчас как мы, как на корабле, да, на котором иногда бывает крен, перекос. Вот сейчас перекос в сторону республиканцев, потому что и Сенат, и Нижняя палата, они за республиканцами. И, соответственно, легче протаскивать законы и по налогам, вообще любые, в принципе. Голосуются легко. Главное, чтобы они были посчитаны, там, обоснованы и так далее. Потому что если бы было наоборот, это было бы причиной торгов, и законы могли зависать бы на годы. А что это такое? Это называется политическая стабильность. Когда просто так взяли наобум, что-то приняли, не подумав, да, так не прокатывает. 100-500 кругов нужно ада будет пройти для того, чтобы что-то принять. И вот именно поэтому вот ситуация, когда приходят республиканцы, и у республиканцев большинство, это, как правило, вот такой раздрай, и по рынкам реально колбасит, и реальная волатильность. Это связано с политической стабильностью. Еще раз, на рынке влияет политическая стабильность, либо дестабилизация. Как только мы видим смену правящей партии, смену главы Белого дома и так далее, это политическая немножко дестабилизация. В прошлый раз, вы помните, поменялся глава Белого дома. Что произошло? Коррекция. Были там 6300, упали на 4800. Опа! И все думают, почему? Это из-за пошлин? Да, с одной стороны, да. С другой стороны, нет. Это классическая история смены главы Белого дома. Если осенью партии поменяются, и большинство в Сенате и в Конгрессе, естественно, поменяется большинство, вот тогда, друзья мои, и будет то, что мы на осень, собственно говоря, и ждем. Ну, тут два варианта. Либо оно немножко на опережение начнется,
То есть смена большинства начнется уже там с конца лета, наверное. Ну, то, что я прогнозировал, наверное, ближе к августу. По рисковым активам, я думаю, что мы увидим. Рисковые активы, они как барометр. И мы, я думаю, к концу лета мы увидим, заложит ли рынок уже смену большинства в Сенате и Палате представителей, либо нет. Вот это очень важный момент. Потому что если все-таки будет небольшой раздрай, то два варианта. Либо остается большинство, и тогда корабль продолжает свое движение с перекосом, либо будет смена, и будет небольшая трясучка в виде политической дестабилизации, и рынки тряханет, будь здоров. Рынки обязательно тряханет, будь здоров, потому что нужно будет перезаложить новый вектор, новый курс. Ну и плюс не забывайте, что еще монетарная дестабилизация впереди в 2026 году – это смена главы Федрезерва. Первая смена глав региональных банков произошла на опережение не в феврале, а в декабре. Вот, кстати, я об этом тоже рассказывал еще в ноябре, в декабре. Я об этом рассказывал, в голосовых часто упоминал. Главы региональных банков ФРС были сменены досрочно. Вообще это ждали на февраль. Я ждал дестабилизации на февраль изначально, еще тогда, потому что, ну, там же поменяют же, там на подходе смена главы и смена глав региональных банков, ну, это однозначно турбулентность такого управленческого строя финансовой системой Америки. Но это произошло на опережение. И что произошло с декабря? Ничего хорошего. Биток на 60 ушел. Поэтому ждем смену еще Пауэлла и посмотрим, как мы будем подходить туда ближе к осени. Ну, по факту рынки должны, еще раз говорю, вот этот вот период с мая по август, вот это самый важный период. Мы посмотрим, будет ли там шорт-сквиз, либо он произойдет немножко раньше, но я все-таки жду, что нам подарят по рисковым активам еще такой вздерг вверх. Просто вопрос в том, после еще одной шпильки коррекции, что более вероятно, да, еще небольшое снижение такое мартовское, и потом уже вот, либо немножко позже. Но так или иначе мы ждем и запасаемся, что называется, деньгами. Мы уже на пирожки, знаете, когда родители кладут 50 копеек в карман, мы уже на пирожках наэкономили, чтобы в какой-то момент, когда будет совсем дешево, что-то купить. В этом плане помогает жадность. Жадные люди всегда жалеют деньги, но когда цены становятся очень дешевыми, жадные люди начинают покупать. И вот большинство самых-самых скряг в этом мире — это Уоррен Баффет, да, он жадный, он это не скрывает, он жалеет денег покупать на хаях, он всегда покупает снизу, когда огромные распродажи, и может находиться в активах десятки лет, потому что оно все дороже, 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 дороже. И не забывайте, деньги всегда обесцениваются. Доллар потерял примерно 30% покупательской способности за последние 4 года. Помните об этом. 30% вы, вот просто если бы сидели в деньгах и не оперировали бы деньгами, вы бы потеряли 30%. А если бы вы купили эфир либо альткоины, вы бы потеряли 90% покупательской способности. Поэтому это, конечно, шутка юмора, да, но покупательская способность даже доллара за 4 года упала на 30%. То есть вы на 30% можете купить физических ценностей меньше. А если бы вы купили не вовремя биткоин либо альткоины, вы бы вообще потеряли бы 90%. Это реальная правда. Поэтому нужно следить за фазами, за циклами и быть профессионалом этого. Когда заходить, когда выходить. Финансовая грамотность номер 1. Вот это, пожалуй, то, что экономит годы вашей жизни. Поэтому обучайтесь, развивайтесь, будьте с нами, обязательно подписывайтесь по ссылке в описании, добавляйтесь в закрытую группу и получайте, включайте индикаторы, которые помогают смотреть фазы рынка. Спасибо. Все. Заканчиваем с Трампом, переходим к техническому анализу, посмотрим, почему у нас есть реальные риски и когда они будут отыгрывать, и почему март ключевой месяц. А теперь пример банального, но очень действенного системного анализа. Обратите внимание на экран прямо сейчас перед вашими глазами вся история, которая у нас по большей части доступна в TradingView. И мы здесь с вами будем пользоваться просто одним очень действенным методом, такой, знаете, в системном анализе есть причинно-следственные связи. Мы сейчас будем говорить о скользящих, о расширениях Фибоначчи. Ну, давайте по порядку. Значит, от первого импульса у нас коррекция пришлась примерно плюс-минус около 78-го. Мы, к сожалению, тут сильно точно померить пока не можем, потому что, к сожалению, у нас тут часть данных пропала, и TradingView не подтягивает ее. Ну, это примерно, здесь мы 78-й уровень потрогали первой коррекции. От коррекции и следующего импульса следующая коррекция происходила на 78 уровень. Технику, как мерить этой системой Фибоначчи, я показывал в предыдущем видео.
Итак, смотрите дальше. 78 уровень примерно была коррекция в 2022 году на дне рынка. Если по этой же регрессии мы посмотрим сейчас, где находится этот уровень примерно, это около 40 тысяч долларов. Но в этот раз, может быть, понятное дело, как и всегда, все говорят, во всех сезонах все говорят одно и то же, что в этот раз будет по-другому. Ну, будет или не будет, не знаю, но мы пик поставили четко спустя четырехлетний цикл. Вот смотрите, видите, вот это вот четырехлетний цикл. И если мы его перенесем на предыдущий пик, вот он, видите, вот здесь, то наш пик этого цикла приходится ровно спустя 4 года. Поэтому четырехлетний цикл по временным расширениям пока что еще отработал в этот раз. То есть мы пик нарисовали четко в октябре, поэтому работает. Значит, по расширениям коррекции сейчас я вам покажу наш индикатор кастомных скользящих, который называется 5MA. Crypto Family 5MA Heatmap. В этом индикаторе вы можете поставить, например, 1 день, 3 дня, 5 дней, неделю, сколько угодно. Размерности можно менять под ваш таймфрейм. Ну, в данном случае начнем с дневного таймфрейма. Смотрите, подтверждением медвежьего цикла во все времена к Dead Cross у нас, как правило, вот такой отскок в молодом рынке был красивый, но в итоге у нас две самых серьезных скользящих, белая и синяя, пересекались примерно вот здесь. И вот от точки их пересечения до дна примерно, мы сейчас примерно прикинем, это 62, ну, если этот фитиль считать, не знаю, ну, плюс-минус 62% у нас было погружение. Это мы сейчас смотрим на индикаторе дневного таймфрейма. А в следующем булране мы скорректировались примерно на 62% от точки пересечения наших скользящих. Следующий цикл. Опять наши скользящие переворачиваются. К этому дедкроссу у нас отскок. И в этот момент у нас коррекция составляла примерно 64. Ну, на самом деле, первичная коррекция была 62, точно так же, как во всех других циклах. Но потом демократы проиграли выборы и схлопнули FTX. И поэтому была еще одна коррекция. И там было, ну, не 62, а 65. Окей. В этом цикле было от точки разворота. Ну, первично было 62%, ну а потом еще в течение 150 дней мы скорректировались еще дополнительно. Итак, если мы проведем такую же регрессию в этот раз и померяем от точки пересечения наших скользящих, кстати, обратите внимание, видите, наш был четко отскок к пересечению наших скользящих, то есть тема рабочая, они пересеклись, и мы получили слив. Это то, о чем вот я предупреждал много программ ранее. Если мы померяем сейчас, пока что 41% от пересечения, но что такое для нас 62, мы опять приходим к 40 тысячам долларов. Ну, 38, да. Ну, 38-40, считайте, те же яйца. Поэтому по прогрессии размерности Фибоначчи мы должны прийти вот сюда, в район 40 тысяч. Если по скользящим смотреть, то мы должны прийти тоже в район 38. А теперь мы делаем, смотрите, какую историю. Мы берем трехдневный таймфрейм, и мы повышаем точку так называемого кипения. И теперь обратите внимание, когда у нас происходит первичное, вот смотрите, первичное донышко. Первичное и вторичное. Вот обратите внимание, это пересечение зеленой и белой скользящих. Смотрите здесь, как было. Вот, зеленое и белое. До этого зеленое и синее у нас происходил слив. То есть, как правило, вот здесь еще касание в виде отскока. Слив и вот зеленое, белое. Поэтому давайте сейчас примерно поймем, где мы находимся по этой технике. Зеленое и белое должны соприкоснуться примерно в марте месяце. Вот они идут, и где-то здесь они должны пересечься. Еще раз напомню, если мы действительно получаем пересечение этих скользящих, до этого пересечения может быть какой-то отскок вверх, у нас еще не отработанная зона 72, но по идее мы должны сформировать донышко уже совсем скоро, и это будет март. Еще одна такая очень важная закономерность, обратите внимание, что сначала у нас пересекается желтое-красное, а потом зеленое-белое. В прошлом цикле точно так же было. Смотрите. На пересечении желтой с красной был локальный одно донышко, то есть мы скорректировались, вот желтое-красное, это произойдет в ближайшие несколько дней. И только после этого финальный слив был к пересечению зеленой и желтой. Ну, в данном случае у нас практически совпадут они по датам, плюс-минус. То есть у нас пересечение будет примерно в течение недели, вот этой желтой и красной. А вот уже формирование дна историческое, вот такое зеленое с
белой, должно быть немножко позже. Поэтому подождем. Именно поэтому я говорю, что очень важный месяц именно март. Именно вот конец февраля-март, он должен нам отпрайсить все эти дед-кроссы. К дед-кроссам часто бывает действительно отскок. Вот сейчас, видите, новость про отмену пошлин. С одной стороны, это хорошо, что их отменяют. Но с другой стороны, это еще не значит, что их не будет. Это значит, что они будут просто в других цифрах, числах, в других датах и под другим соусом. Поэтому самый главный сейчас риск — это Иран. Пока что это действительно реальный риск, а не пошлины. Пошлины, наоборот, хорошо. Итак, если мы проведем наши скользящие, там, условно говоря, как-то вперед, то это вот начало, первое число марта, вот должно быть формирование донышка. Сколько оно будет формироваться по времени, это я вам сейчас не скажу. Самое главное — смотреть динамик. SMA возьмем, размерность возьмем 26-я. 26-я — это полугодовой цикл. И 100-я, ну, примерно 100-я, потому что в году 52 недели. Когда пересекаются у нас эти скользящие, формируется вблизь этих скользящих локальное вот такое дно, после которого начинается накопление. Как будет в этом цикле, никто, естественно, не знает, но смотрите, в прошлый раз это действительно совпадало. Да, был еще какое-то накопление, еще один перелой в прошлом цикле. До этого был сначала первичный спуск, потом, видите, отскок к дедкроссу, еще одна коррекция и только потом разворот. То есть в каждом цикле по-разному это, но, как вы видите, на дистанции действительно этот кросс совпадает с очень сильным движением цены. Около этого кросса должно произойти снижение. И у нас это пересечение произойдет примерно до конца марта, до 20-х чисел марта. Поэтому по этой технике формирование действительно может произойти, ну, немножко раньше, либо немножко позже. Видите, вот в прошлый раз мы начали валиться немножко раньше, и уже донышко поставили четко на пересечение, то есть до, считайте, середины, конец марта, но это обязательно должно произойти по этой технике. По предыдущей технике немножко по-другому. А теперь мы посмотрим ATR Top and Bottom на недельном таймфрейме. Почему я говорил про 74 тысячи долларов? Я уже показывал эту технику многократно. Смотрите, каждый раз, когда мы пробиваем дно ATR, точнее, нижнюю грань ATR, именно пробиваем телом свечи, то есть не фитилем, когда мы кольнули и вернулись, а именно вот пробили с закрепления, мы после этого пробития, после формирования дна, возвращаемся к уровню пробития. Я эту технику уже показывал много раз у нас на канале и в закрытой группе. Поэтому смотрите, когда я говорил 74-76, рано или поздно мы вернемся. У нас есть ребята, которые застряли, они старались лонговать от этого диапазона, но рынок их немножко переиграл. И я говорил, не переживайте, рано или поздно мы вернемся. Главное, чтобы вы не словили ликвидацию. Поэтому у нас этот уровень, куда цена должна вернуться, 74-75. Вопрос только, когда она вернется. И, скорее всего, это апрель-май. Скорее всего. Я сейчас не про финансовые консультации, я сейчас не даю финансовых консультаций. Я говорю только про системный анализ. Итак, ATR, Top and Bottom, вот такой интересный индикатор у нас есть. Он есть в виде канала. В данном случае невероятно мощный инструмент. То есть первый раз, смотрите, вот мы пробивали, и цена вот тут уже сразу и вернулась. Сразу вот ушли ниже и сразу получили реакцию четко вот в этот уровень пробоя этого канала. Поэтому куда бы мы там ниже не уходили, мы в любом случае должны вернуться, забрать чуть-чуть выше уровня пробития. Здесь тоже. Вот только пробили, сходили ниже и обратно вернулись четко в этот диапазон. То есть это было на истории абсолютно всегда. Здесь такая же история. Пробили, сходили ниже, вернулись, отыграли, и только после этого продолжили валиться. Поэтому в данном случае, смотрите, мы вылетели с канала, у нас формирование март, ну, может, до середины, может, до конца, посмотрим, по какой технике пойдем, но в любом случае, вот сейчас постепенно, наверное, я приму решение что-то покупать, наконец-то. Если до этого мы только спекулировали, то сейчас потихоньку, возможно, я сформирую за месяц позицию по ряду монет, а может быть, только начну со спотовых позиций по биткоину, вот, а потом буду увеличивать риск, наверное, Solana, к Solana вернемся, к Link вернемся. Вернемся к ряду монет, возьмем такую неплохую, я думаю, пачку, посмотрим, что с Zero будет, зеревая монетка, да, Layer Zero, посмотрим. Возможно, даже не побрезгуем ацтеком, возможно, не побрезгуем кантоном. Посмотрим. Еще раз, пока речь не про это, пока будем начинать с самого фундаментального. Итак, конец февраля, начало марта, смотрим еще одно снижение. Если ничего такого не происходит, смотрим на первичную реакцию и накапливаем позицию вплоть до конца марта. И еще одна техника по этим скользящим. Смотрите, мы берем 200-дневную скользящую, 50-ку,
И смотрим на трехдневном таймфрейме. И обратите внимание на закономерность. Если мы возьмем SMA, классические скользящие, то это пересечение было на локальном, вот видите, здесь на локальном донышке. И вот сейчас у нас это пересечение произойдет в течение, ну, примерно 6-12 дней, плюс-минус. Там посмотрим, какой будет price action. Ну, примерно, опять-таки, начало марта у нас Dead Cross. Притом Dead Cross характеризуется именно тем... кстати, в прошлый раз, смотрите, какая история была. Dead Cross произошел, а, прошло буквально 24 дня, и пошел следующий этап коррекции. А, Здесь похожая ситуация была. Произошел Dead Cross, и мы после Dead Cross поставили локальное донышко в районе 30 дней. Здесь у нас произошел Dead Cross, и локальное донышко мы поставили примерно 36 дней. Как будет в этот раз, никто не знает, но этот Dead Cross произойдет в ближайшие дни. Я думаю, что в ближайшую неделю это произойдет. Ну, если посчитать плюс-минус 30 дней, мы не знаем, сколько это будет. Может быть, этот цикл будет немножко быстрее, поэтому там будет 15-20 дней. Но это будет либо середина марта, либо до конца марта у нас должно произойти накопление. Поэтому еще в копилочку одна техника, которая говорит, что, ну, по крайней мере, до середины, до конца марта все должно более-менее уже по DCA отработать. Поэтому никогда никто в рынок не заходит через одну покупку, потому что угадать именно вот точку, где нужно купить, это филигранная, на самом деле, история. Поэтому я думаю, что здесь нужно будет прибегать к DCA. Если бы в прошлом цикле, обратите внимание, по этой технике вы примерно действовали так же, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть набирали, да, там. Даже если бы вы купили здесь чуть-чуть, здесь, за 3 бая у вас была бы средняя, допустим, 20 тысяч долларов. Окей, но потом на дистанции в год вы бы от средней 20 были как минимум процентов там 30-40 в плюсе, допустим, да? Вот. А на дистанции нескольких лет это конкретно больше. Ну, если хотите, конечно, большую доходность, тогда нужно брать более рисковые активы. И здесь мы, наверное, будем смотреть на пшеницу. Если из commodities брать классических рынков, мы будем смотреть на бобы какао, которые очень сильно скорректировались. Мы будем смотреть на Solana, например. То есть есть ряд неплохих блокчейнов и хороших проектов, которые, я думаю, что превзойдут доходность биткоина в следующем цикле. И этот цикл уже не за горами. То есть 26-й год, я уже говорил много раз, это замечательный год возможностей и огромных скидок. То есть к этому нужно так относиться, потому что многие начинают кричать, пищать, визжать, что все пропало, боже, какой ужас. Все, это медвежка. Ну да, это медвежий цикл, вы знаете. То есть, когда растет, никто не кричит: «Вау, какие возможности, мы все богаты», никто не кричит. Когда все падает, у всех паника. Это классическая история. На панике все продают, когда растет, все начинают покупать, догонять рынок. Как только все купили, все, конец. Из хорошего. Биткоин будет ноль. Крылатая фраза. Или биткоин мертв. Вот именно эти фразы сейчас в топе рейтинга поисковика по Гуглу. Люди экстремально высоко вписывают это в поиск Гугла. Такое бывает, как правило, вы, как видите на графике, достаточно редко, но это уже вблизи исторического накопления, либо возле донных периодов цикла. А вот по фондовому рынку все не так однозначно, потому что вот сейчас концентрация среди топов на пике, который предвосхищает даже 29 год перед Великой депрессией. То есть 10 акций в индексе S&P 500 достигли таких размеров, когда вот на них все держится. Случись что-то с этой десяткой, все посыпется, как карточный домик, и сложится индекс. Именно вот об этом сейчас говорят системные аналитики и такие серьезные достаточно экономисты, поэтому посмотрим. Вот это как раз-таки риск очень серьезный. Ну и я посмотрел в целом на больших трейдеров, они говорят, что, ты знаешь, если вот сейчас хоть немножко скорректируется фондовый рынок, там будет не до рисковых активов, не до биткоина. Поэтому то, что у вас биткоин шлепнулся, это еще ни о чем не говорит. То, что могут вынести вопреки всем ожиданиям вверх во время падения в виде шорт-сквиза, это, ребят, разбирайтесь, говорит, сами большие ребята говорят, что, слушайте, у вас рынок копеечный, ликвидности у вас там никакой нету, поэтому куда хочешь, туда и гони цену. То есть если будет валиться фондовый рынок, то в какой-то момент биткоин может на каких-то новостях или там крипта в целом на каких-то новостях идти против рынка. Это возможно. Знаете почему? Не потому, что все идиоты не понимают, что происходит, потому что рынок в ручном режиме манипулятивный. Кому-то взбредет в голову из больших крупных китов, они возьмут, и вот все валится, а они так оп, и вверх биткоин, и они заработают колоссальные миллиарды. Они потом вам напишут новости красивые, что это же вот потому оно выросло, потому что там чего-то там. Фигня это все. Когда сейчас обваливали цену на 60 тысяч долларов, массовых продаж не было. Просто взяли и опустили цену. Все.
5% биточка, которые были вот сейчас на балансах у крупных ребят. 5% взяли и опустили цену. Удачи. Поэтому точно так же они могут 5 там, или 7 или 10% денег ликвидности реально рынок и вздернуть немножко. Ну, имеется в виду там биткоин. Конечно же, мы про весь рынок не можем говорить, потому что на весь рынок не хватает. Но, ребята, пожалуйста, вы когда торгуете, вы четко соотносите риски. И смотрите, на медвежке торговать нужно только самое ликвидное, самое фундаментальное среди всей крипты актива. Вот. Если есть такая возможность, только биток пока что, на нем можно спекулировать, на нем можно зарабатывать, но фаза накопления на монетах, где стоило бы потихоньку-потихоньку набирать какой-то небольшой портфельчик, она еще впереди. То есть пока что только спекуляции, не финансовый совет, это просто мнение. Акула в пасть, криптофэмили не даст упасть. Это видео носит развлекательный характер. Мы не даем финансовых советов и рекомендаций, лишь высказываем свое личное субъективное мнение. Спасибо. Не даст упасть. Друзья, всем привет! Мы сегодня поговорим о том, как же зарабатывать на всей этой истории, связанной с криптой, почему криптонарративы все заканчиваются в 26-м году, все сказки, которыми вас кормили все эти годы про криптовалюту, про либертарианство, про прозрачность, децентрализацию, все это заканчивается в 26-м году. Почему, я расскажу более подробно. Также мы поговорим прямо сейчас о макроэкономических циклах, почему фондовый рынок сейчас на распутье. Наши индикаторы это показывают, я это технически вам обосновывал в одном из прошлых видео, был у нас огромный стрим, более чем 3 часа, там это все подробно рассказывал. Сегодня я постараюсь вам все-таки показать интервью с одним из крутейших разработчиков мира. Boosty Labs сегодня в гостях. Это те, кто разрабатывали часть кода OneInch, Ledger, очень многих проектов. В общем, послушаем, что говорят разработчики. Ну и, конечно, я вот хотел бы все-таки пройтись по нарративам и объяснить, да что все-таки не так с биткоином. Вот я вчера буквально пытался провести транзакцию, то есть когда пользуешься, ты видишь, как сеть работает. И вот меня кормили завтраками, транзакция еле-еле прошла за более чем 1 час времени. $4,5 стоила комиссия с этой транзакции, а потом биржа заморозила эти средства, пока не перепроверила 100-500 тысяч раз. И все это время мы все сидели, друг на дружку смотрели и ждали, когда все это закончится. И в этот момент все говорят: Юр, давай в следующий раз через банк. Ну ее нахер твою крипту. А если бы заморозили, и ты бы лишился этих денег, и потом бы бегал бы и месяцами доказывал, что ты не верблюд, поэтому давай-ка мы с тобой будем работать теперь только через банк. Вот такой вот я получил ответ от обычного, казалось бы, продавца с улицы. Ну да ладно, давайте о хорошем. Как мы на этом будем зарабатывать? Все-таки крипта все по нарративам, но вот именно волатильность, то, что нам приносит деньги, если пользоваться, конечно, приборами. Я сегодня вам покажу уникальную дату, которая вам скажет, что, ребята, опять-таки, учитесь шортить. Это мое крылатое такое вот выражение, фразы, которую я годами ранее говорил. Но это не значит, что не будет хорошего отскока, он таки будет. Единственное, нам нужно дождаться. Вот смотрите, сейчас 20 числа будут интересные. В течение ближайших недель может быть дестабилизация на Востоке. Поэтому, друзья мои, держитесь покрепче, пристегивайтесь. Начинаем мы сегодня с макроэкономики. Внимательно послушайте цифры, что реально происходит с экономикой, а потом перейдем к цифрам на графике. Друзья, давайте сейчас поговорим про макроэкономику. Зайдем издалека и пройдемся в целом по всем сферам, которые касаются ситуации. Время сейчас, знаете, как сказать, оно достаточно интересно. Да? Крипту немножко колбасит, но если прислушаться, можно услышать такие легкие, тонкие, томные шаги. К нам подбирается предвестник кризиса, на самом деле. То есть он все ближе и ближе. На первый взгляд все выглядит, как будто бы мы готовы рисковать и бежать вверх. Индексы манят, но давайте заглянем за кулисы. Ведь индикатор VIX, индикатор страха, да, ну мы его называем индикатор волатильности, это в крипте у нас он свой. А вот на фондовом рынке индикатор VIX — это индикатор страха, индикатор волатильности, и он уже перешагнул отметку 20. Ну, это первый звоночек, во-первых. Да. Плюс индикатор Dead Cross произошел на One Trend RSI, на авторский тоже индикатор, поэтому я на это очень сильно смотрю. У нас есть еще пара недель, возможно, запаса перед тем, как мы пробьем ключевую поддержку 6740, по моему расчету, и в случае пробития закрепления началось. Но я скажу сразу, главный спойлер, да, тут я могу ссылаться и на свои изыскания, и вот Александр Кубышкин со мной согласен в этом плане, и у него свои расчеты, что март-апрель — это время, когда лучше сидеть на заборе и наблюдать за безумием со стороны. Сейчас мы будем разбираться, почему. Конечно же, все основано на цифрах и фактах, тут никакой придумки не будет. Могу ссылаться по фондовому рынку на изыскания Александра Кубышкина, по своим индикаторам технического анализа на свои.
У нас есть американская такая вот некая мечта, некий такой мираж, знаете, в песках зыбучих, да, и главная иллюзия — это то, что пару недель назад рынок охватила такая некая эйфория, рынок был в эйфории, и индекс производительной активности ISM подскочил до 52,6. Значит, это самый мощный рывок с июня 2020 года. Новые заказы взлетели до 57,1. Это максимум за 4 года. И, казалось бы, заводы гудят, экономика оживает. Даже пошли траки, продажа траков немножко пошла вверх. Непроизводительный сектор даже держится молодцом. Выше 53 пунктов уже 2 месяца. Напомню, что ниже 50 — это стагнация. Мы были там, а выше 50 хотя бы 51-52, а сейчас вообще 53. Это классное развитие, да? Но если вы посмотрите вниз, что называется, под свои ноги, да, вы увидите, что это все стоит на иллюзии. Значит, это все стоит на рынке труда и на потребителе. Нам рисуют красивые цифры. Красивые цифры занятости, рынка труда. Но если смотреть немножко на другую сторону, то данные пересматриваются задним числом. То есть в реальности, если смотреть на тренды до пандемии, то экономике не хватает 8,3 миллиона рабочих мест. Это огромная дыра. Количество увольнений в январе подскочило, 108 тысяч человек потеряли работу. За год эта цифра удвоилась. И я хочу еще раз напомнить про искусственный интеллект. Сейчас мы до этого дойдем, но так маленькая ремарка. Те, кто говорят, что вот искусственный интеллект, это там ширма или не ширма, нет, искусственный интеллект — это очень серьезно. Но вопрос в другом. А вы понимаете, что когда придут вот вместо вот этих сейчас учебных нейронок, которые вас изучают, когда придут настоящие, вы понимаете, сколько рабочих мест будет потеряно? То, что мы сейчас там смотрим, что 108 тысяч, ну, ты смотришь сейчас на цифры, на экран, 108 тысяч, да, потеряли работу. А чем больше будет настоящих боевых нейронок, как вы думаете, сколько 100 тысяч и миллионов людей потеряют работу далее? Вот подумайте, пожалуйста, об этом, прежде чем делать какие-то выводы про экономическую теорию. Ну, а что потребитель? Окей, если массово будут терять работу, что потребитель? Ну, сейчас потребитель истощен, если простыми словами, и настроение хуже, чем в кризисный 2008 год. Люди стараются не тратить деньги, они, ну, скажем так, розничные продажи в реальном выражении — это либо ноль, либо отрицательное значение. И самое страшное — это, конечно же, долги. Потому что долги домохозяйств сейчас достигают 19 триллионов долларов. Просрочки по кредиткам опять взлетели. А по автокредитам мы уже видим цифры, сравнимые с катастрофой 2008 года. Поэтому люди перестают платить по счетам, и это фундамент, который трещит по швам. В рифму сказал. Да. Ну, ладно, Америка, ладно. Перенесемся немножечко через океан в Европу и посмотрим ситуацию, которая напоминает замедленную съемку крушения поезда. Здесь я цитирую Александра Кубышкина, он классные метафоры подбирает, да, потому что банки в панике, и они скупают государственный долг. Потому что, ну, кредитовать реальный бизнес становится слишком рискованно, и деньги идут в безопасные, безрисковые гавани. Так было во все времена, и сейчас поэтому я смотрю по Америке за десятилетними типсами. Сейчас они 1,8%. Если превысит 2%, по моим ожиданиям, это будет первый звоночек рисков. Вообще, в целом, когда мы видим, что типсы подбираются десятилеток выше 2, 2,4 и выше, ну, можете посмотреть данные, это не очень хороший звоночек. Европейские банкиры прямым текстом сейчас пишут в отчетах, что мы закручиваем гайки, производство в Германии сокращается, общий индекс PMI по еврозоне сейчас ниже 50, то есть сжимается производственная активность в еврозоне. Единственное, на чем держится европейский бизнес — перепродажа дешевых китайских товаров. Сейчас вы знаете, что Евросоюз заключил торговое соглашение с Индией, поэтому будут не только китайские дешевые товары, но и индийские. Да, с наценкой, конечно же. Ну, с этого и прикуривают. То есть представьте себе, что вы были в европейской зоне, вы производили, например, зонтики, там все ваши налоги, социальные защиты, там все вот это, вся эта ересь, и у вас зонтик получался золотым, как из Роллс-Ройса, который достали. И представьте себе, что завтра вам приходит такой же зонтик, ну, примерно такой же, чуть проще по качеству, из Индии. Что вы сделаете? Поставите на него наценку, чтобы он был чуть-чуть дешевле, чем вот тот самый золотой зонтик. Поэтому прикуривать и прикармливаться они будут на наценках с китайских и индийских товаров. Ну, как вы понимаете, перепродажа чьих-то товаров — это путь в никуда с точки зрения развития своей промышленности. Поэтому, ну, если говорить о Китае, Китай, как говорит Александр, дракон болен. Несмотря на все стимулы, экономика не запускается пока что. Вы знаете, что до этого практически, ну, не боюсь этого слова,
рухнул сектор недвижимости по Китаю. Производственный PMI 49,3, то есть начинается системный кризис, судя по всему, потому что если мы посмотрим сюда замедление цепочек поставок, потерю рынков, ресурсную базу, то на самом деле Китай начинает поджимать. Гегемон пытается поджать другого гегемона. В Китае дефляция. Цены производителей падают уже 3 года подряд. Рынок недвижимости, еще раз говорю, то есть во всем мире стараются не допускать вот того, что произошло сейчас в Китае. Но это неизбежно, я думаю, что придет и в Евросоюз. То есть это просто, недостроенные проекты массово, которые продавать некому, и негде столько взять денег. То есть людям, даже если и негде жить, и они хотели бы переселиться в более комфортные квартиры, но у них просто нет денег, чтобы все это перекрывать, поэтому многие остаются жить в своих таких полутрущобских домиках. Поэтому да, у застройщиков столько земли, что застраивать придется, наверное, лет еще там 20, 30, 50. Но есть один интересный нюанс. Деньги бегут из Китая недалеко. Они оседают в Гонконге. Как правило, и депозиты там выросли на 300 миллиардов долларов. И это наш первый инвестиционный инсайт от Александра Кубышкина. Пока деньги паркуются в Гонконге, местные акции и недвижимость выглядят очень даже живыми. Поэтому недавно Си Цзиньпинь заикнулся о том, чтобы сделать валюту Китая чуть ли не взамен доллара, либо сродни доллару, да, чтобы тоже в международных транзакциях и торговле принимал участие юань. Но в таком случае будет еще более массовое бегство капитала из Китая, и поэтому это тоже нужно ставить, не знаю, сделают, не сделают, никто сейчас пока вам точно не скажет, но какой-то такой суррогат для одной половины мира, наверное, да, китайская валюта будет. Другой вопрос, как ее сделают таковой, чтобы она могла свободно ходить. Наверное, скорее всего, это ближе к цифровому, скорее всего. Потому что в наличном юане сейчас пока это сложно себе представить, что наличный юань ходил наряду с долларом по всему миру. Поэтому вернемся к крипте и доллару. На самом деле здесь разыгрывается, я бы даже сказал, не просто трагедия, а настоящая драма в техническом секторе. Потому что компании, которые производят софт, потеряли почти 30% капитализации с октября. Инвесторы опасаются, что искусственный интеллект просто съест их бизнес. Более $1 триллиона стерто в пыль. Но если мы посмотрим на S&P 500, индекс стоит на хаях. Внутри него акции летают, там, не знаю, 10-15% в разные стороны. Кто-то вырос, кто-то упал, вот такой вот раздрайв внутри полный, такой швах, и индекс стоит на хаях. Такая вот, назовем ее дисперсия, она была только перед крахом доткомов в 2008 году на вот такой вот пороховой бочке тогда. Сейчас, считайте, примерно то же самое происходит. Это не быстрый процесс, рынок быстро не разворачивается, поэтому это не за одну неделю делается. Но я еще раз напомню, что наши индикаторы CKS Global и One Day Trend RSI и другие показывают, что там осталось только закрепиться ниже 6740, по-моему, если не ошибаюсь, и все. Auf Wiedersehen. Крипта уже пошла на напряжение, а вот фонда, видите, еще как-то держится, видимо, политическое решение, потому что выбранный год. Многие ждут падения доллара, но тут, знаете, надо по-другому немножечко смотреть, потому что огромное количество шортов — это ставки против доллара. Если сейчас доллар пойдет вверх к 110, например, пунктам, это вызовет шорт-сквиз и такую, знаете, что называется, массовую боль. Единственное убежище — это будет кэш и гособлигации, бонды. А что с битком? Его соотношение к золоту и индексам ликвидности намекает, что мы еще можем увидеть полет вверх. Туда, в сторону соточки, может чуть выше, вполне реально. Первая половина цикла, прежде чем начнется большой слив. Может быть летом, это может произойти, но пока что вот все, затаив дыхание, ждут, когда же. Все в итоге ошибутся, а на самом деле это будет просто уловка и обман. Поэтому, если делать вывод, к чему же мы пришли, у нас есть, скажем так, не нулевые риски очень высокие, технические, на цифрах. Это мы не то, что нам так кажется, или мы пытаемся, как некоторые эксперты, анализируем психологию рынка. Нет, ребят, мы анализируем цифры. Психология рынка обманчива. У нас есть потребитель, который в долгах, и экономика, которая держится на честном слове и манипуляциях со статистикой прежде всего. Тут, наверное, недельки-две еще нам с вами посидеть, подождать. Будет ли рынок вот с такого некого плато пытаться отскочить? Возможно, даже будет небольшое ралли в акциях Russell. Давайте посмотрим, потому что очень часто так происходит. Я в одном из выпусков показывал раскорреляцию между фангами
остальными акциями S&P и Russell. Вот между ними тремя должно произойти вот такой вот разворот. Вот. И посмотрим. То есть, если немножко доллар еще просядет, немножко локально, то такое может быть, что Russell немножко подрастет. И это будет еще одним доказательством, что все, друзья мои, очень скоро это все может начаться. Вообще, изначально у меня были прогнозы, что это начнется не ранее, чем после чемпионата мира по футболу, там с августа, ближе к осени. Но поживем увидим. Мы не даем финансовых рекомендаций, высказываем лишь свое мнение, основано на цифрах, еще раз напоминаю. Поэтому стратегически март и апрель — это время посидеть и подождать и посмотреть. По крипте мы уже переждали февраль, такой достаточно был турбулентный. Остается еще кусочек марта. То есть занижаем риски. Если доллар начинает расти, выходим как в сам доллар, так и в облигации. Если доллар будет ослабевать, ну, смотрим на развивающиеся рынки, смотрим на золото, серебро и не даем себя обмануть локальным отскоком. Потому что фундаментально ничего не меняется. Помните, как в этом фильме «Winter is coming»? Да? Главное не замерзнуть на заборе, потому что тогда будет плохо. Тогда будете без денег сидеть и на забор. Так мы уже давно на заборе. Как зарабатывать деньги? Спекуляциями. Ходлить ли? В крипте точно нет, как это и было ранее, все годы озвучено. С 23 года вы знаете, на этом канале мы никогда не призывали к ходлам, призывали исключительно к свинтрейдам. Поэтому, если вы в свинтрейде 2-3 месяца, окейшно, ну хорошо, а дальше что? А дальше нужно на забор. Поэтому наблюдаем, особо не дергаемся и готовимся к возможностям. Я надеюсь, что вы прибережете достаточное количество денег, чтобы зиму пережить. А сейчас реально зима, я об этом говорил еще в ноябре, и в октябре намекал на то, что, ребят, кажись, все. В ноябре уже официально это было озвучено. Есть тому свидетели, видео, вы знаете, да, что мы медвежки. Вот, это было уже сказано много раз, поэтому, ну вот, а после этого был еще такой слив, который уже подтвердил. То есть уже никаких 90 уровней мы уже не держим, мы уже 60, дай бог, 70 не можем пробить. Поэтому вот то, что я вам рассказывал про яблоки, что с биткоином не так, вот это, пожалуйста, эту мысль еще раз подумайте, еще раз ее переварите, потому что это действительно интересная история. Друзья, что не так с биткоином? Расскажите мне, пожалуйста. Что с ним реально происходит? Вот я приведу маленькую аналогию, аллегорию. Вот представьте себе, вы купили тонну яблок и начали на рынке продавать. И вот вы продавали эту тонну яблок, и 50 килограмм у вас купили. Представляете? Но если в моменте у вас готовы были покупать эти яблоки по $5, то когда вы продали 50 килограмм всего-навсего из этой тонны, рыночная цена стала $2,5. Никто не хочет покупать у вас по 5. По 2,5, то есть цена обвалилась в половину. А вы продали из тонны всего-навсего 50 килограмм, а цена обвалилась в половину. И вы скажете, блин, а что же не так с нашими яблочками? Почему же рынок так отреагировал на наши яблочки? Мы же еще только начали продавать, а уже цена в половину ниже. Может быть, яблочки какие-то просроченные, может быть, не знаю, гнилые, может быть, невкусные, может быть, очень кислые, может быть, они из папье-маше искусственные. Что не так с яблоками? Вот то же самое я сейчас спрашиваю, что не так с биткоином? Что не так с биткоином? Почему всего-навсего 5% объемов клиенты BlackRock из ETF вывели, немножечко, чуть-чуть, вот была историческое минимальное количество на биржах битка, чуть-чуть завели на биржу немножечко битка, и кратного не было увеличения там в 2 раза, в 3 раза залежи битка на биржах. То есть видно, что нет массового притока на биржу для продаж, а цена обвалилась в 50%. Вы скажете, ну может быть на рынке у людей денег нет его покупать, может быть, не знаю, рецессия, депрессия, может быть ликвидности нет. Так и тут провал. Нет, все нормально, рынок на хаях. Все покупают перегретые акции, все покупают золото перегретое по 4-5 по 5 тысяч вместо 2. Наоборот, там стоит очередь. Я лично вам рассказывал еще несколько недель назад, там 2 месяца назад, я вот ребятам рассказывал, я приходил в золотую лавку, они говорят, нет, мы ничего не продаем, приходите неделю через 2, через месяц, цены вырастут, нам сейчас невыгодно продавать, приходите через 2-3 недели. Просто говорили, нет, не заходи даже. Не, ну посмотреть можешь, но продавать ничего не будем. Вот настолько был ажиотаж. Очереди выстраивались под лавками с золотом, чтобы купить золото. И тут мы поворачиваемся, а биток льется, а биток не покупают. Так, подождите, что не так? Золото херячит вверх, биток херячит вниз. Ну подождите, но золото можно добыть сколько угодно, а биток ограниченный. У него же там дефляционная модель, у него же там, его же через границы легко перевозить.
Его же не нужно килограммами тащить. Купить можно где угодно. На дексах можно торговать, чтобы не быть засвеченным на цексах. И куча других преимуществ по легенде, по нарративу. А я вам рассказывал, кстати, нарратив, что крипта все. Я, кстати, вам это еще раз напомню и в полную версию выложу в общий доступ. Почему крипта все и почему рассыпались все эти нарративы, которые нам обещали все эти годы. Так что же с биточком не так? Давайте подумаем. А я вам покажу цифры, чтобы вы не думали, что это я придумал. Первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, балансы эмитентов ETF. Смотрите, на пике у них было 800 тысяч биткоина, а сейчас 762. Скажите, пожалуйста, тут были массовые оттоки? Массово самые богатые люди мира продавали, сливали биток? Судя по залежам у BlackRock, нет, массовых продаж не было. Давайте рассмотрим всю историю. Смотрите, вот когда в 2024 году до марта нам выгнали цену вверх, было, видите, массовое накопление, потом биток корректировался, если помните, до 50 тысяч долларов в 2024 году. Но, как вы видите, только откупы и только массовое накопление биткоина было эмитентами ETF. То есть биток выгребали на коррекции до 50 тысяч. 24 год все выгребали. Еще больше начали выгребать, когда пришел Трамп. И потом было некое плато, мы корректировались до 74 тысяч со 110, но запасы росли. Смотрите, запасы росли. И вот здесь даже, видите, вот февраль, март до апреля было небольшое снижение с 587, ну, до 569, допустим. Там в моменте обвала чуть-чуть был отток небольшой. Было плато, и опять погнали накапливать, и донакапливались до 805 тысяч биткоина. Это примерно было 110 миллиардов, если не ошибаюсь, или чуть-чуть больше, 117 миллиардов было долларов в долларе. И вот сейчас это 57 оценивается миллиардов долларов, но балансы практически те же. Здесь массового оттока не было. Это вот та самая аллегория, которую я вам рассказывал про яблоки. Вот вы купили тонну яблок, начали продавать 50 килограмм, и цена осыпалась в 2 раза. И ты сидишь, думаешь, елки зеленые, что же мне с этими яблоками делать? Рынок у меня их не покупает так, как я хотел. Я хотел по 5 долларов продавать, а мне сейчас базарный день. Я только начал торговать, а мне уже дают 2,50. Что дальше будет? И нам нужно что-то придумывать. И вот сейчас вы будете свидетелями того, как будут что-то придумывать, чтобы это все не обвалилось до нескольких центов. Ну, имеется в виду, до нескольких тысяч долларов, там, от 5 до 10. То есть, грубо говоря, если у нас из этих объемов, вот представьте себе, здесь 805 тысяч биткоина. Если эти объемы польются в рынок, как вы думаете, что произойдет с ценой? Мгм. Слушайте, а может быть это как-то все на биржах только происходит, и все ходлеры, а я еще раз хочу сказать и напомнить, что есть еще многомиллионные запасы биткоина на холодных кошельках. По легенде, это какие-то неизвестные ходлеры, которые за идею, они очень идейные, у них миллиарды, сотни миллиардов долларов, но они ничего не продают, они ходлеры, они верят настолько в этот актив, что им плевать на деньги. Вот есть такие люди в мире, знаете, что им десятки, сотни миллиардов нафиг не нужен. Ну, есть такая легенда. На самом деле все не так, конечно, сами понимаете. Они не могут, они бы с радостью вышли и окэшились, а куда? Тут он даже 5% продать невозможно его. Куда ты тут окэшишься сильно? Может быть, это на биржах вот там вот что-то происходит. А я это, между прочим, годами ранее говорил, что биржи это будут ручные инструменты по выставлению цены. Давайте посмотрим, сколько на бирже изменилось балансов биткоина. Итак, приходим на биржевые балансы. Смотрим. Что же у нас с биржевыми балансами? 2,4 миллиона. Ага. То есть на биржах все меньше и меньше и меньше и меньше. То есть смотрите, за последнее время, смотрите, только меньше, 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 меньше. То есть биржевые балансы все меньше и меньше. То есть если бы, допустим, ну смотрите, к примеру, всего было на биржах 2 миллиона биткоина. И если бы за этот момент времени, вот с этого момента, допустим, на бирже стало бы 4 миллиона биткоинов, то есть мы бы увидели, что кратно заводят на бирже, и поэтому цена валится. Но мы сейчас смотрим и понимаем, что подожди, но цена валилась, а это все кто-то выкупал и выводил с бирж. И сейчас мы пришли в момент такой вот остановки, балансы на исторических минимумах. 2,4 пишут, что вроде как на биржах. Но это, я думаю, с дексами. Ага, ясно. То есть получается, что все это время был отток биткоинов и цена лилась. То есть приход и давление на цену не происходило. Так, подождите, что-то не сходится. То есть BlackRock особо не продавал. Ну, 5%, если это копейки. Значит, на биржах балансы как были, так и есть. Паники никакой не было. С холодных хранений миллионы битков на бирже не лились.
а цена схлопнулась в половину. Давайте еще раз, вы просто в комментариях сейчас напишите, чтобы я не был голословным, вот я все, что сейчас вам говорю, чтобы вы просто переосмыслили вообще смысл этого и написали, что не так с ценой, что не так с биткоином, почему фундаментальных вещей в виде давления на цену, в виде притоков не было, давления на цену в виде продаж ETF не было. Давление на цену откуда взялось? Почему цена провалилась, схлопнулась в половину, но при этом фундаментальных оснований, которые в ранние годы приводили к схлопыванию цены, их нет. Ну, ранее было так, что битки шли на биржу, и тогда все. Тогда все понимали, что это распределение. К сожалению, у нас нету историй больше, но в ранние годы так и было, что мы достигали какого-то вот этого дна, потом разворачивалось, потом битки заводились на биржу, и цена лилась. Сейчас этого не происходит. Ни ETF, ни биржи не продают. Вопрос, как такое возможно? А я расскажу как. Все, что говорилось годами ранее, оно в итоге и происходит. Биржи — это ручной инструмент выставления цены. Мы завтра вам поставим такую цену, потом такую, потом такую, потом такую. Поэтому все сказки про то, что это продавцы, а это покупатели, это баланс, это вот кто-то... Ребята, это все чушь и ересь. Этого нет. Никакой органики и природы здесь нет. Природа — это когда завели 20% битка на биржу с холодного хранения, и реально цена пошла реагировать, и цена пошла проваливаться. Окей. Выводят массово годами, и цена только и делает, что флетит, идет наверх. Флетит, идет наверх, потому что создается искусственный вакуум, искусственный дефицит. Здесь создается искусственный дефицит, и при этом цена проваливается на 50%. То есть примерно, вот та моя метафора. Привезли вы торговать тонны яблок. 50 килограмм продали, цена увалилась наполовину. Вы спрятали оставшиеся 950 килограмм и говорите: ребята, яблоки заканчиваются, давайте я вам все равно буду по 5 продавать. А рынок говорит: нет, нифига. Да, мы понимаем, что дефицит, они нам нафиг не нужны. По 2 доллара, может быть, подумаем. Если появится, ну, позвонишь, если появится, по 2 доллара купим. Ну, может быть, по 1,5. А может быть, и вообще не купим. И вот тут наступает крамольный вопрос. Что не так с биткоином? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а я сейчас расскажу вам, почему нарратив всей крипты заканчивается в 2026 году летом. Ну, до осени. Друзья, если вы посмотрите на наш YouTube-канал, то, наверное, вы видели какое-нибудь вот такое видео, вот такое вот, Davos 2026, да? Оно было в январе, 25 числа, а сейчас у нас 17 февраля. А все почему? Потому что, смотрите, видите, что будет с крупным и средним бизнесом в наших странах и почему? Почему крипта все? Какие нарративы уже не актуальны и чего ждать впереди, например, обзор рынка, может ли быть в марте 40 тысяч, обзор рынка, когда падение, какие даты называются там и так далее, и так далее. Новый индикатор DR2. Спонсор, смотрите, все эти видео в закрытом формате. И таких видео здесь десятки. То есть вот еще одно вышло, видите, вот 25 января. И после этого сколько еще было закрытых видео, посмотрите. Поэтому вы видите только верхушку айсберга. Про падение в начале февраля мы предупреждали заранее, ребят не дадут соврать. Тысячи свидетелей этому. Второе, про снижение до 13 числа. Вчера на стриме я объяснял, почему это было. Ждали, что там может быть риск шатдауна, и до 13 должно было быть снижение. Ну, 13 пугалки финальной не дали, доснижали до 13 и 13 резко вздернули цену. Это была чистая манипуляция. Я вам даю очень много информации, на самом деле. Я вам даю и разработки, индикатор, сайт, метрики, АИшка там на сайте работает. Быстро можно узнать, по какой цене какой фонд, какую монету покупал там и так далее. Все в режиме реального времени. Уникальные функции есть на сайте. Многие спрашивают, что ж ты там рассказываешь в своих закрытых видео на канале? Ну, вот, например, 26.01. Смотрите. Такой небольшой фрактал. Значит, то есть если повторить предыдущее, вот как в прошлом цикле это было, то это был спуск, коррекция в виде медвежьего флага, который сейчас формируется, даже если там будет еще один выход наверх в сторону сотки 103, и после этого было падение с первой остановкой по нашему сейчас фракталу, это туда 66-60, плюс-минус 62, и потом финалочка 50, и совсем финалочка 42. Соотносится ли это с тем, что мы сейчас видим? Да, вы не поверите, но этот фрактал, если его сюда так нацепить, он сходится именно с тем, что я показывал в прошлом видео, уровень 70, ой, 78, да. Вот, кстати, один из прошлых выпусков тоже. Друзья, маленькое наблюдение. Обратите внимание на график и на происходящие события. Я надеюсь, что вы уже знаете, 3-4 там будет волатильность, там 11-12 будет волатильность. Ну, сейчас не про это. Смотрите. То есть, ну, четко же говорил. 3-4. 11-13. 3, 4, 5, 6 куда мы полетели? На 60 тысяч. А вот с 10 по 13 куда мы полетели? С 70 на 65. Или там сколько было. Ну, короче, не суть. А знали мы об этом когда? Вот. Ну, в крайнем случае, до 14 точно. Вот.
И вот вторая половина, там, после 14-15 числа уже пойдем, я думаю, что корректироваться ближе к марту. Ну и март уже должен быть, по идее, хороший после 10 числа, по крайней мере, плюс-минус. Вот, ну посмотрим. Понимаете, рынок такой, что они могут и в марте еще там довытрясать. Особенно если фондовый рынок все-таки пойдет немножко корректироваться. А он может. Короче говоря, все было сказано неделями и месяцами ранее. Вот такая вот была история 26 января, например, одно из видео. А вот уже 28 числа, после 26 спустя 2 дня, Что это было? что Усеченная это волна? было? Интересно. И мы разбирали волновую структуру, Коррекция. структуру, да, волновую. Не подготовлена на сегодня эфир. Или будет еще вот такая вот шляпа. Вверх, туда, вот туда, вот туда. Это мы увидим совсем скоро. То есть это может быть первый заходной. Сейчас будет коррекция к нему. Трешка удлиненная, длинная коррекция и добивочка. Такой может быть. Ну, это я не говорю про 60, это может быть 73. Не суть, не суть. Сейчас мы не про цели будем говорить. Сейчас мы будем говорить про... Вы знаете, вот я тогда предполагал, что 60-62, но не верилось, что будет удлиненная пятая волна падения. Верилось в 70. В 68 верилось. Вот. Но когда мы были с вами в прямом эфире, полились на 60, вот тут-то я и расчехлил, что называется, стейблкоины. Поэтому, друзья мои, что еще добавить? Поэтому, знаете, как вам сказать, я рад всегда в двух случаях. Если я оказался прав, почему? Потому что у нас большое комьюнити. Второе, если получилось заработать. В данном случае получилось и прогноз дать верный, и заработать денег. В любом случае, спасибо большое рынку за любые деньги, абсолютно. Будет это $100, $1000 или любая другая сумма. Поэтому, друзья мои, что еще добавить? Давайте я поделюсь с вами тем, что меня по-настоящему волнует. И прежде всего, это то, что биткоин накапливают китайцы через Гонконг. Бегство капитала идет действительно в Китае. Ну, я это называю бегство черного нала. На самом деле, там все достаточно строго контролируется, но есть, знаете, как вот как в Америке есть deep state, так и в Китае есть вот официальный уровень и такой вот underground уровень контроля. И вы знаете, эти деньги, которые бегут, раньше бежали, конечно же, в золото, но после недавних задержаний, очень громких, бывшего мэра Шэньчжэня, если не ошибаюсь, задержали, многих других, в общем, у всех находят золото, притом очень большое количество, потому что оно физическое, его особо не спрячешь, если речь идет про миллионы, миллиарды. Ну, миллионы спрячешь, а вот миллиарды, конечно же, тяжело в золоте прятать, это занимает достаточно большое хранилище, ну и девать это особо некуда. Поэтому по легенде, сейчас это вот новость сейчас попалась мне на глаза, прочитал, что деньги бегут в биткоин через офшоры. Но самый большой прикол в том, что я еще раз хочу напомнить, что это такая вот, знаете, самая глобальная финансовая спецоперация, связанная с биткоином, потому что деньги можно запихнуть в биткоин любые, миллион, хоть триллион вы запихнете, да, вы поместитесь в биткоине. Вопрос только в том, а как из него выходить. И все прекрасно ходлеры понимают, что попробуй завтра дернуться и попробуй завтра что-то продать, биткоин просто обвалится и будет не стоить ничего. Почему это произойдет? Оно произойдет рано или поздно. Вопрос, когда начнется очень-очень большая, серьезная проблема ликвидности, глобальной ликвидности, когда фондовый рынок развернется, и все поймут, что все, началась глобальная рецессия. Не локальная какая-то, которую выкупят завтра, напечатают денег, а глобальная рецессия мировая. И большинство, конечно же, ходлеров биткоина по всему миру, к ним уже причастились и ряд стран даже, со временем они попытаются, естественно, его куда-то продавать, но все понимают, что продать его невозможно. Нет столько денег в мире, чтобы его купить, и некому будет покупать в случае реальной проблематики. Поэтому для него заготовлен отдельный сценарий, по моему мнению, субъективно. Я не даю финансовых советов, я просто высказываю свое мнение еще раз. То есть это губка ликвидности, она может впитать в себя и миллионы, и триллионы, и сколько угодно, но выходить из этого не получится. Многие ходлеры, которые так долго, годами верили и сгружали туда все больше и больше денег, в один прекрасный день проснутся, а, извините, это уже не те деньги. Да, те, кто покупал там по $500, по $200 там, и по $1000, да, для этих еще будет все окей. Но вот для тех, кто покупал там, начиная от начала ETF-ов, ведь начали их продавать там с 40, быстро цена улетела на 70, и вот с 70 до 126, вот те, кто покупали, большинство людей из этих со временем, через какое-то время могут оказаться в такой ситуации, когда за эти деньги они уже не продадут. Потому что случись чего по-настоящему сложное и страшное, конечно же, будет не до биткоина людям, и людям нужны будут деньги. Биткоин не признан деньгами, то есть если бы с биткоином произошло то, что происходит сейчас с золотом, кстати, почему в Китае изымают золото? Потому что золото — это актив, еще раз, вспоминайте Базель 3. Первый класс активов — это золото. А биткоин, если примут биткоин первым классом активов, тогда поговорим. Пока что он не принимает участие в расчетных
операциях, он не принимает участие в сделках репо. То есть, по факту, это просто вот обертка, которую можно купить, которую можно продать. Ну, и, может быть, по легенде, куда-то там отправить. И молиться по ночам, чтобы тебе не заблокировали, потому что может так оказаться, что именно твой кусочек биткоина где-то участвовал в незаконных операциях, а большинство биткоинов где-то в чем-то участвовали. Он, собственно говоря, большинство, где использовался биткоин, это китайский рынок, например, да, это же незаконная история. Китайцы где-то что-то покупали, куда-то что-то продавали, куда-то где-то перегоняли деньги, и этот биток постоянно циркулирует. Один и тот же, понимаете, это как вода. Вода на планете одна и та же. Ее можно загрязнить, почистить. Она из океана в озеро может перетекать и наоборот, как угодно, что угодно можно там через испарение, да, через дождь, через осадки. Вот то же самое биткоин. Он просто циркулирует в системе. И к абсолютно любому биткоину можно докопаться, размотать клубочек и найти там, знаете, как есть теория 6 рукопожатий, что каждый из нас связан друг с другом через 6 рукопожатий. Точно так же и биткоин. Через 6 рукопожатий он связан с каким-то черным кошельком. И можно до любого докопаться и сказать, что ага, там 7 разных адресов назад твой биток был задействован в какой-то незаконной деятельности. Ах ты, ходлер поганый. Да, ты его долго хранил, но 6 адресов до тебя были черные. Извини, все. И у тебя забирают его при заводе на биржу. Поэтому многие даже в страшном сне себе не могут представить, как это так завести на биржу свой биток, который подлил, и на который у тебя нет документов. Как они могут быть, если у тебя он лежит там с 14 или там, с 16 или 17 года? Откуда ты их возьмешь? Тогда все покупалось в черную за кэш на каких-то непонятных вообще. В кафе, в ресторанах, в каких-то тайных комнатах. Это все без документов происходило, и ни у кого на биткоин документов нет, и у большинства людей и быть не может. Вот такая вот веселая история. Поэтому все не так просто с биткоином, как вам кажется. Но обратите внимание на экран прямо сейчас. Вы видите, есть такие вот у нас скользящие, интересные недельного таймфрейма. Ну и, соответственно, вот такой вот мартовский дедкросс может произойти на этих замечательных недельных скользящих. Единственное, что они постоянно будут изменять свою траекторию, поэтому это может произойти и до середины марта, и в начале марта. Не суть важна именно вот эта детализация, но я вам сразу могу сказать, что есть еще вот такие 3 скользящих. Еще раз хочу напомнить, что мы с вами пляшем от ликвидности. Ликвидность зависит, конечно же, от макроэкономики, от геополитики, поэтому мы интересуемся геополитикой и макроэкономикой, потому что это реально очень и очень важно. Сегодня рынки нам показывают, что все хорошо, не волнуйтесь, не переживайте, все замечательно. Но я вас уверяю, это не совсем так. В одном из прошлых видео я показывал наши замечательные уровни ЦКС, которые по фондовому рынку показывают 6780 примерно и 6740. Вот это тот диапазон, ниже которого, я его, видите, отмечал до этого, ниже которого у нас открывается целая пропасть. И если допустят провал, вот, например, сейчас мы тестируем снизу этот уровень, но если допустят этот провал вниз и пробитие этих алгоритмических скользящих, то, уверяю вас, вам не понравится то, что будет происходить с криптой. Ведь если вы обратите внимание, дедкросс уже на трендовом индикаторе произошел, и сейчас стараются развернуть все-таки фонду и всех все-таки отпугнуть, сказать, ребята, не волнуйтесь, фондовый рынок еще не разворачивается, мы пошутили, все хорошо, не волнуйтесь. Вот. И вот этот вот уровень, я его здесь отметил, да, вплоть до 6924, вот если мы его не закрепляем сверху, а только лишь тестируем, это достаточно плохой признак, поскольку действительно, ну, скажем так, очень слабенько сейчас смотрится фондовый рынок. Просто потому что классно отчитались компании, но давайте так, это компании отчитались за предыдущий период. То есть в прошлом у них было хорошо, и сейчас они говорят об отчетах прошлого. Но многие смотрят отчеты компаний немножко, знаете как, не то чтобы неправильно, а немножечко не в ту сторону, потому что рынки все-таки должны прайсить будущее. То есть то, что у компаний все было хорошо, в экономике все плохо, а вот у них все хорошо, говорит о том, что завтра может и у вас быть не очень хорошо, и у вас коррекция будет ваших акций компании, потому что инвесторы за счет того, что у вас все было очень хорошо и рынки на хаях, могут немножечко пофиксировать позиции, чтобы пересидеть, например, вот конец февраля, март месяц как минимум, и подождать на берегу и посмотреть, что будет дальше. У нас такое ЧБД. Что будет дальше? Друзья мои, будьте предельно аккуратны. Мы не даем финансовых советов, но мы высказываем исключительно аналитику, основанную на цифрах. И еще маленькое вам напоминание. Если помните, в предыдущих выпусках и в целом в технических разборах, особенно в тех видео, которые сейчас закрыты на канале, а не для спонсоров, но в этих видео мы сначала проводим стрим, его все видят, а потом закрываем.
Если помните, мы говорили о скользящих средних и о уровне алгоритмическом в районе 87. До этого мы говорили вот здесь, вот когда были сверху, здесь был уровень, да, вот здесь был уровень 96 тысяч долларов, и я говорил, что если мы этот уровень закрепим выше, тогда мы с вами можем говорить о том, что будет продолжение движения вверх. Но если мы не закрепляемся выше, работайте только от шорта. Мы это говорили на отметке 90 с копейками тысяч. Чуть-чуть позже мы с вами говорили о отметке 87-86. Если мы не удерживаем этот уровень, работайте только от шорта. И мы полились очень сильно вниз. Вот здесь то же самое. 70-72 я ждал вот такой вот диапазон, но нам сразу подарили цены ниже. Успели мы откупить низ, получить отскок, но у нас, друзья мои, скажем так, оптимизм по рынку заканчивается в 20-х числах февраля. Это связано, наверное, со ставками, с политикой, геополитикой по Востоку и по решению суда по пошлинам. Поэтому 20 числа февраля начинаются, вот я в прошлый раз говорил, что смотрите, там волатильность начинается 17-18, вот, и 20 числа это все будет турбулентность. Для нас это хорошо или плохо? Нет, это хорошо, мы можем зарабатывать. Пока что я жду боковик. Маркетмейкеры будут накапливать волатильность и ликвидность, то есть сначала дернули немножко выше, дернули немножко ниже, дернули выше. Сначала они вот так вот будут расторговывать, а потом все-таки они покажут тренд. И в случае нашего остывания цены, конечно же, этот тренд будет вниз. Пока что мы в падающем тренде. У нас крипта уже на 60, уже 50% цены потеряла. А между этим фонда еще никуда не корректировалась. Помните, пожалуйста, что как только рванет фонда вниз, как только все испугаются, что фонда отправляется в коррекцию, я вас уверяю, там не до крипты будет. Большие ребята крипту начнут по-настоящему фиксировать. Пока что еще никаких продаж крипты не было. То, что мы шлепнулись на 60, ребят, вы же видите, балансы BlackRock на месте, балансы на биржах на месте. То есть еще никто не крылся, еще не было никакой паники на крипте. Это так пока, пугалочки, разгонялочки. Это так, знаете, саечка за испуг. Поэтому ждем регуляции. Нас единственное, что может немножечко приободрить, это регуляции. Поэтому надеетесь ли вы на отскоки? Ну, отскоки, если произойдут, я бы, наверное, прикрывал позиции, если они произойдут, да? Если. Вот кто вам скажет, в ручном режиме управляется цена. Я сегодня очень подробно рассказал о том, почему в ручном режиме управляется биткоин. Если вы не верите цифрам и фактам, ну тогда вам в этом рынке никто не поможет, никто вас не спасет. Поэтому помните, что вот эти все разговоры для бедных, а будет ли биток миллион, а будет ли он 0, это, послушайте, это хайп, это разводняк для, сами знаете кого, для хомячков. Вот он будет там 0, нет, он будет миллион, нет, он будет квадриллион, нет, он будет 200 тысяч, 100 тысяч. Ребят, вы либо здесь сейчас зарабатываете деньги, выносите с рынка, либо вы просто кормите рынок, отдаете свои бабки рынку, и все, и забывайте. И все эти разговоры для бедных, там, сколько он там будет через 10 лет. Ребят, вам деньги не нужны? Ну тогда да, тогда слушайте эти рассказы, но только сначала отдайте деньги в рынок, а потом слушайте сказки. Вот так вот этот рынок работает. Поэтому, друзья мои, больше улыбайтесь, живите настоящей жизнью здесь сейчас и зарабатывайте здесь и сейчас деньги, а не надейтесь, что когда-нибудь будет миллион, поэтому давай сейчас все деньги купим биткоин. Ребят, я вчера с биткоином сидел, не мог дождаться транзакцию целый час, не доходило до биржи просто. И постоянно кормили еще 15 минут, подождите, еще. Потом блок таки закрылся, потом деньги зашли на биржу, потом на бирже они заморозились, пока биржа хорошенечко их не проверит. А вы эти все часы сидите и ждите. И может быть где-то что-то не так, и до свидания. Еще раз напомню, весь биткоин, это знаете, как вода на планете. Вы знаете, что воду, которую пили динозавры, возможно, вот она у вас сейчас в какой-нибудь бутылке стоит на столе. Та же вода, которую пил динозавр. Он ее выпил, она из него вышла, она пошла в реку, река в океан, потом оно испарилось, обратно вернулось, потом обратно прошла фильтр земли, потом ее из артезианской скважины достали и продали вам в бутылочке воды Эвиан, например. Это то же самое с битком. По теории 6 рукопожатий, возможно, так получится, что вы сейчас держите в руках биток, который переходил через очень черные руки. И, возможно, так получится, что какая-нибудь биржа, либо комплайенс, либо еще кто-то перепроверит глубоко ваш биткоин, который вы будете великий ходлер заводить, и окажется, что вы в каком-нибудь там великий вы ходлер, наверное, например, в каком-нибудь 14, 15 или 17 году, возможно, вы взяли в руки биток в ходл, который участвовал в так называемом Silk Road, либо в Даркнете. Но вы тогда даже не знали об этом. И горе тем ходлерам, которые когда-то покупали этого биткоина, непонятно откуда он вообще был в этих обменках черных, нелегальных. Тогда не было легальных, все было нелегально. Но покупали этого биткоина, отложили на годы в ходл.
А сейчас, когда начинают потихонечку дергать, доставать и заводить на биржу, им средства блокируют. Ты посмотри, какая трагедия. И все спрашивают, а почему? А почему это Америка делает стратегический резерв биткоина из конфискованных биткоинов? Наверное, потому что она знает, что мы большинство этого биткоина заберем и конфискуем, как только вы захотите его куда-нибудь завести. Правильно, друзья мои. Вот такой замечательный актив. Поэтому, пожалуйста, держите карман шире и милости просим. Особенно, знаете, что мне нравится? Люди, которые были нечестны на руку и которые принимали, особенно взятки. Вот, знаете, чиновники есть такие черные и грязные, которые взятки принимали в биткоинах. Вот им большой, огромный привет. Они работали, делали назло своим государствам. Сейчас, кстати, это Китай будет касаться тоже, потому что я знаю, что Китай выходит через Гонконг, выводит черные деньги, а потом его через офшоры в биткоин тоже прячут. Вот для них будет радость, да? У них сейчас золото конфисковывают массово по Китаю, а потом руки дойдут и до китайского биткоина, который, конечно же, по легенде, никто же его не может посмотреть. Ой, мы не видим, знаете, сидят такие товарищи и говорят, ой, мы не видим, мы не видим, мы не видим, ой, чей это биткоин, мы не видим, берите все, потому что мы не видим, чей биткоин. А потом спецслужбы берут так резко, опа, и видим. Это такая, знаете, с детками в игру играют, такая, куку называется. Так вот, спецслужбы в какой-то момент могут так выйти, знаете, мы не видим, мы не видим, мы не видим, какой биткоин, где у кого сколько. Опа, видим, 18 лет с конфискацией, добрый вечер. Или просто берут и китайские, такой, кстати, уже был прецедент, китайские битки конфисковывают. Поэтому подумайте дважды перед тем, как играть со спецслужбами. Не рекомендую. Лучше играйте во дворе с детьми своими, с шариками, мороженым, футбол, мячиком. Вот тут играть можно. А вот с битком и с деньгами не играйте. Это слишком серьезная игра. Друзья, нет ни минуты покоя нам, потому что время-то идет, и по дороге из Давоса в отель, вот мы сейчас едем, и постараемся записать экспромтом интервью с CEO компании Boosty Labs. Это разработчики, которые писали для консенсуса, для Ledger, самых крупных OneInch, например, для крутейших проектов в крипте, о которых вы слышали, знаете, но кто конкретно разрабатывает, кто пишет, чьи руки пишут этот код и как его применяют и с чем это все едят, вы, наверное, редко видите, слышите. Вот один из таких людей прямо сейчас слева от меня за рулем. Но я хочу поговорить сегодня о инфраструктуре, о проблематике того, что находится в так называемом черном ящике в блокчейне. Многие не знают, что там внутри происходит, как все происходит, какие есть там вызовы, потому что под капотом, ну давайте так, мы часто смотрим цену, графики, читаем какие-то презентации, маркетинговые материалы, но реально то, что и за что пытаются нам объяснить вот эти многомиллиардные капитализации, многие не могут ни проаудировать, ни узнать, что там, как оно работает. И очень часто нас просто дурят. Там нет никакой технологии, нам просто пытаются втюхать многомиллиардные капитализации за какой-то, какие-то куски кода. А что там, никто на самом деле не знает. Вот мы сейчас и поговорим, что есть что, где реально есть технология, где ее нет, и где этот самый разрыв между бизнес-моделью и высокотехнологичным кодом и компанией. Мы поговорим с человеком, который возглавляет, пока, наверное, не корпорацию, но огромную компанию, которая это все разрабатывает. Поэтому, если вы не против, единственное, что мы будем сейчас спикать по-инострански, вот, по-иностранному будем говорить, поэтому с переводчиком, но на английском языке, native English speaking language, we will talk about the future of the blockchains. Скажу сразу, на конференции я спросил у Доминика такой самый мой его нелюбимый вопрос, а мой самый такой вот. Ребят, есть уже практически бесплатные дешевые блокчейны, очень быстрые, очень скоростные, масштабируемые, с программируемыми кодами в виде смарт-контрактов там, и так далее, так далее, так далее. И что же нас ждет дальше? Куда же мы будем развиваться, куда же мы будем расти? И what's next? То есть уже готова инфраструктура для RVA, для стейблкоинов и так далее, так далее, так далее. И что дальше? Вот этот вопрос, наверное, будет первый к нашему сегодняшнему гостю. Пожалуйста, если вам не сложно. Да, конечно. У нас есть много разных ончейн решений, но мы всегда забываем о самом крупном источнике ликвидности в блокчейн-пространстве, о биткоине. И я полагаю, что следующее поколение решений будет строиться именно на базе ликвидности биткоина. Мы уже видели разные истории, и печальные, и успешные, среди различных L2 решений и протоколов масштабирования биткоина. Мне очень нравится то, что пытаются внедрить ребята из Blockstream с их сетью Liquid. Они приносят настоящий мир DeFi в биткоин, сохраняя его нативность. Сейчас все ищут возможность инвестировать в биткоин напрямую, и я считаю, что активы следующего поколения должны жить именно на биткоине, но все упирается в вопросы управления и регуляции.
Могу сказать, что сейчас в мире есть один очень хороший кейс в плане госуправления. Попытка вовлечь розничных пользователей, обычных граждан, таких как мы с вами, в систему управления была предпринята в Бразилии. Еще в 2022 году они официально ввели токенизацию акций и разрешили инвестиции в токенизированные активы на государственном уровне. Они попытались масштабировать эти решения на широкое сообщество внутри страны. Они даже внедрили программу лояльности на базе облигаций для футбольного турнира, чтобы создать в стране порядка 50 миллионов кошельков. Граждане Бразилии могли использовать WhatsApp и QR-коды, чтобы полноценно войти в экосистему. Но сейчас мы видим, что объем заблокированных средств, TVL, там составляет всего десятки миллионов. Это намного ниже, чем в таких сетях, как Stellar или Avalanche, которые целенаправленно фокусируются на токенизации. И мы видим, что приходят очень интересные и полезные с точки зрения объемов решения в блокчейнах, которые последние несколько лет работали над упрощением пользовательского опыта и процесса разработки. Мне очень нравится то, что сделали Stellar и Avalanche, и я верю, что в ближайшие несколько лет мы увидим больше решений с глубокой инкапсуляцией опыта разработки, потому что у меня есть чувство, что мы близки к медвежьему рынку, и каждый раз в такие периоды до 60% веб-разработчиков уходят из индустрии. Но этот медвежий рынок будет более интересным, потому что корпорации уже в игре, у тех же BlackRock огромные запасы биткоина, все говорят об их новых ETF, и им придется поддерживать эту экосистему. Так что я думаю, что на следующем этапе решения выбранные крупными игроками будут просто в огне. chosen by the big guys will be on fire. Мгм. Вот такой развернутый ответ на первый вопрос. Казалось бы, вопрос маленький, но ответ очень обширный, поэтому я паровозом задаю следующий, не менее важный вопрос. Мы все знаем о том, что по-настоящему под капотом код проаудировать не может даже новые виды АИшки, потому что есть новые вызовы, и, как мы видим по эфиру, его постоянно допиливают, постоянно улучшают, модернизируют, и все никак допилить не могут. Вот уже 26-й год на дворе, в 15-м его начали, и до сих пор он меняет концепцию постоянно. Поэтому под капотом нужно спрашивать вот именно у таких людей, что реально является высокотехнологичным, реально ценным блокчейном, и какие ты бы назвал, наверное, блокчейны, которые, по твоему мнению, являются не просто гениальными, классными, а теми, на которых могут по-настоящему развертываться инфраструктура стейблкоинов и RVA, и те, которые, по твоему мнению, всерьез и надолго, за которыми стоят institutionals и все вот наши, все те же BlackRock, Fidelity и остальные. Да, спасибо за вопрос. Если говорить реалистично, я бы выделил тот же Stellar, у них отличные технологии. Но главная проблема — это ликвидность и механизмы взаимодействия. Потому что даже если вы создадите идеальный код для токенизации, сейчас мы сталкиваемся со страхом перед постквантовым миром. Все это чувствуют, и я верю, что технологии, построенные на биткоине, взорвут рынок. Но при этом есть много талантливых ребят, которые пишут отличный код. Я влюблен в архитектуру Avalanche, в то, как она спроектирована и насколько она безопасна. Они проделали отличную работу, разделив логические уровни АВМ и уровни масштабирования, которые работают вместе как одна огромная машина. Мне нравится то, как Stellar представили Soroban. Это значительно расширяет возможности блокчейна. Я вижу, что они уже запустили тестнет для FEM. Я полагаю, что на рынке не будет какого-то одного универсального решения. Но я верю, что в ближайшие год-два мы увидим более продвинутые решения для биткоина. Например, то, что сейчас строят сооснователи Booster Labs под названием UTXO Stack. Это решение внедрит нативные стейблкоины прямо в сеть биткоина. Это может изменить рынок. Но я не верю в появление чего-то настолько уникального, что все перейдут только туда. У того же фонда Franklin Templeton уже огромное количество активов токенизировано на Stellar. Также у них есть собственные подсети Subnets на Avalanche. В целом, сейчас все тестируют разные варианты, чтобы понять, какой из них наиболее комфортный и, что самое важное, устойчивый к новым регуляторным требованиям. Можешь назвать пару новых или, возможно, старых блокчейнов, которые ты считаешь действительно выдающимися? Да. Во-первых, я слежу за Avalanche буквально с первого дня. Я считаю, что этот блокчейн один из самых безопасных после биткоина.
Именно поэтому он отлично подходит для внедрения на уровне крупных предприятий, если вы хотите строить систему с нуля. Также я большой фанат небольших решений, сфокусированных на масштабировании. Например, такие олдскульные сети, как VAX, которые полностью сосредоточены на гейминге. Я верю, что в ближайшие годы мы увидим блокчейны, которые будут работать только на одну конкретную индустрию и инвестировать именно в нее. И все, без пустых игр с токенами. Мне нравится путь Аваланша, путь биткоина и его решений для масштабирования, потому что это самый продвинутый технологический стек на рынке. Всегда им был. Всегда. А какой именно? Все решения очень сложные и разные. Я верю, что то, что мы сейчас строим в UTXO Stack, с нашей технологией станет настоящим подарком для всех участников рынка. Но при этом есть очень сильные команды, такие как ARK и Meza, которые делают очень крутые вещи. Они отлично справляются. Но я думаю, все будет зависеть от ликвидности. Кто сможет привлечь больше ликвидности, тот и закрепится на рынке. Именно они будут определять рынок. Но с технологической точки зрения все проделывают потрясающую работу, потому что я не знаю ничего более сложного, чем разработка под биткоин. На мой взгляд, мне интересны не только блокчейны с их технологиями, хотя я и понимаю, как проверять код. Я предпочитаю смотреть на бизнес-модели, потому что мы все хотим зарабатывать деньги. Как я уже говорил, проблема во всем сразу, конечно, есть и Solana. Сегодня проблема не в отсутствии отличных блокчейнов. Проблема в нехватке ликвидности и отсутствии нативных приложений для обычных людей. Ведь сегодня самые богатые люди — это мужчины и женщины возраста 40-50 лет и старше. И, разумеется, нам нужно время, чтобы рынок адаптировался и появились приложения для массового использования. Я считаю это самым проблемным вопросом. Но я хотел спросить тебя о другом важном моменте, о бизнес-модели. Мы все знаем прекрасный блокчейн ICP, но там нет толковой бизнес-модели. Вот почему их монеты падали с $2000 до 3, потом поднимались до 20 и снова падали до пары долларов. И всем плевать на цену. Никто не понимает, зачем им вообще нужна эта монета. Что ты думаешь о бизнес-моделях? Может, назовешь пару проектов, на которые стоит обратить внимание на медвежьем рынке? Вот почему их монеты падали с $2000 до 3, потом поднимались до 20 и снова падали до пары долларов. И всем плевать на цену, никто не понимает, зачем им вообще нужна эта монета. Что ты думаешь о бизнес-моделях? Может, назовешь пару проектов, на которые стоит обратить внимание на медвежьем рынке? Admit on the bear market, and maybe we should. It's not a financial advice, of course, but maybe you can name. Да, раз уж мы заговорили о блокчейнах, начнем с них. Прежде всего, я выделю Solana. Все просто. Solana лучше всех на рынке справилась с привлечением розничных пользователей, незнакомых с блокчейном. Это чистая правда, они привели в экосистему больше всего новичков. Вторым я бы назвал, пожалуй, Near. Еще года 4-5 назад я не совсем понимал, что именно они делают, но теперь я вижу очень правильное направление развития их экосистемы. Near становится специализированным блокчейном. Они вкладывают огромные деньги в сферу ИИ-технологий и активно ее поддерживают. Я думаю, что в этом году на конференциях в Нью-Йорке и Сан-Франциско мы увидим много крутых решений от них. И за ними стоит следить, потому что они будут связаны не просто с крипторынком, а с реальными решениями для всего мира. И третий проект — к счастью или к несчастью, это Canton Network. У меня было разное мнение об их бизнесе, но это действительно блокчейн для бизнеса. Я долго работал с цифровыми активами, и для меня это всегда ассоциировалось с приватными сетями. Раньше они не делали публичных решений. Но с точки зрения потенциала, я думаю, их ждет масштабное корпоративное внедрение, потому что это первый блокчейн, который начал конструктивно общаться с казначейством США. Но в своем глубоком анализе, который я делал ранее для своего сообщества, я упоминал, что покупка монет Canton не самая лучшая идея. Что ты об этом думаешь? Я считаю, что за тем, что они делают сейчас, полезно следить. У них есть хорошие программы стимулирования, где, купив небольшое количество монет, можно генерировать гораздо больше. Этот блокчейн интересен именно своей бизнес-моделью. Я не уверен насчет их токеномики и прочего, но сам бизнес, который они строят, я искренне верю, что у них есть шанс стать одним из основных корпоративных блокчейнов в США.
Тем более, что у компании Digital Asset отличные связи с IBM и Linux, которые есть у любого серьезного приватного блокчейна. Покупать токен или нет — это не финансовый совет, но отслеживать его и проверять, станет ли он бычьим в ближайшие полгода, важно. Это важно, потому что с 1 марта они меняют систему вознаграждения для валидаторов. Со стабильных выплат они переходят на комиссионную модель. После этого мы увидим реальную стоимость токена в долларах. Думаю, в ближайшие 6 месяцев мы увидим либо резкий взлет, либо падение. Мы все хотим зарабатывать, да, на спекуляциях, инвестициях или как-то еще, но большинство проектов настолько волатильны, что это чертовски сложно. У многих из них бизнес-модель сводится просто к продаже своих же монет, потому что на старте они владеют почти всем объемом. Они просто распродают токены, чтобы финансировать разработку, содержать команду, платить налоги и все остальное. Так что сегодня у нас на крипторынке огромная проблема с ликвидностью стейблкоинов. Сейчас их общая капитализация около 300 миллиардов долларов. В 2021 году было чуть больше 100 миллиардов, а сейчас, когда у нас уже принят закон МИКа, цифра все равно замерла на отметке в 300 миллиардов. Что, по твоему мнению, станет главным драйвером, чтобы увеличить эту емкость в 5 или даже в 10 раз? Ведь 2 года назад в Бельгии мы встречались с главой компании Circle. Тогда он сказал нам, что ожидает 5-кратного роста ликвидности в ближайшие год-два. Время прошло, но ничего не изменилось. Никакого 10-кратного или даже 5-кратного роста емкости не произошло. По факту не случилось вообще ничего. Так что же, на твой взгляд, сейчас происходит с ликвидностью и какой следующий триггер заставит рынок расти? Хорошо, я начну, пожалуй, не с блокчейн-рынка. Я начну с фондового рынка. Несколько лет назад появился проект под названием Shares. Его разработала команда, мои знакомые ребята, которые запустили этот проект в Великобритании. Это была возможность для розничных пользователей покупать небольшие доли акций, и они захватили огромную долю рынка. Буквально в первый же год основатель попал в список Forbes 30 до 30. При этом он даже не знал, что такое блокчейн. Он и понятия не имел, что существует такая вещь, как токенизация акций. Да, это именно так и называется — токенизация акций. Но он сделал это без блокчейн-технологий, а без блокчейна у нас нет доказательства доверия или чего-то подобного. И я настроен очень оптимистично по отношению к акциям. Вот пример, когда мне нужно купить обычное золото. Я живу в Чешской Республике. Я иду в магазин, где могу купить золото, и там мне приходится платить налог в 21%. Что? Получается, мне нужно ждать, пока мое золото вырастет в цене на эти 21%, чтобы просто выйти в ноль. И только после этого я получу хотя бы крошечный доход. Это слишком долго ждать. Но если у меня есть крипта, я использую Bybit или что-то подобное. Я просто хочу диверсифицировать свой криптопортфель, который, на мой взгляд, является высокорисковым активом из-за высокой волатильности. Я могу в один клик купить то, что раньше было доступно только через золотые ETF. Я иду и покупаю, скажем, индекс S и IP 500. Мне не нужно использовать кучу разных приложений, как в обычном мире, чтобы найти лучшие условия или выгодную структуру комиссий. Все есть в одном приложении на бирже. Потому что сейчас для управления своим портфелем акций мне приходится использовать 4 разных решения. Но если бы у меня все было в крипте, мне бы это не понадобилось. И это все. Я думаю, это станет главным драйвером для притока новой ликвидности. Да. Кстати, когда мы говорим о сфере RWA, мой первый приоритет — это безопасность. На мой взгляд, один из самых защищенных блокчейнов — это Algorand. Да, именно он. Я, например, не могу доверять Ethereum на все 100%. Algorand в этом плане гораздо лучше. Или даже Solana, или тот же Avalanche. Но главная проблема прямо сейчас — это ликвидность. Когда мы обсуждаем RWA или токенизированные активы, основной вопрос, который мы поднимали в Давосе, это где взять ликвидность. Потому что если вы пытаетесь продать активы на 100 миллиардов, как это сделать? Банки просто не позволяют клиентам заводить такие суммы. Даже если у вас на счету 200 миллионов, руководство банка не разрешит перевести миллионы долларов в токенизированные криптоактивы. Конечно, сейчас мы все ждем вступления в силу новых банковских стандартов и регуляторных норм того же закона МИКа или правил Базельского комитета. Но пока проблема остается. Даже если торги токенизированными активами начнутся, ликвидности все равно нет. На каждой панели в Давосе я слышу одно и то же. Где ликвидность?
Как нам строить инфраструктуру, если нет движения капитала? И я, и другие аналитики постоянно говорим о том, что мы не можем сейчас просто взять и влить колоссальные объемы ликвидности. Это вопрос устойчивости всей финансовой системы. Если мы направим более 25% ликвидности на рынок цифровых активов, старая финансовая система окажется под невероятным давлением. Так что перед нами стоит огромная концептуальная задача. Что мы будем делать? Каким ты видишь следующий шаг для сферы RWA и токенизации активов? Да, я думаю, что главным отличием для рынка капитала станет торговля с помощью ИИ. Появится и еще один фактор, связанный с ИИ, ведь мы только входим в эту эпоху. Все только начинается, потому что нам требуется гораздо больше вычислительных мощностей, но уже сейчас все больше компаний начинают создавать своих собственных торговых ИИ-ботов. Обычный торговый день — это с 8 до 5, 5 дней в неделю. Расширение возможностей этих открытых рынков через блокчейн-решения станет для нас главным преимуществом. Это следующий шаг в принятии РВА, потому что когда представители традиционных рынков капитала это осознают, сейчас они сидят на Уолл-стрит в своих дорогих костюмах, отслеживая рынки по 8 часов в день и зарабатывая на этом определенные деньги. Но что, если мы перейдем на торговлю 24 часа в сутки, как на крипторынке? Это полностью изменит правила игры. И, на мой взгляд, это самая важная составляющая массового принятия технологий. Да, это отличная мысль. Если предположить, что у нас уже есть очень быстрые и безопасные блокчейны с дешевой и элегантной архитектурой, а также нативные приложения, которыми крайне удобно пользоваться, особенно людям старшего возраста, как, по-твоему, достаточно ли нам существующих сетей или мы все еще находимся в поиске? Раньше мы годами ждали убийцу Ethereum, и в итоге появилась Solana. Стоит ли нам ждать дальше? Нужен ли нам убийца Solana? Кто-то еще более масштабный? Быстрее, дешевле, безопаснее? Что ты думаешь на этот счет? Если это касается крипторынка, то на 100% да. Могу даже сказать, кто именно. В этом году была большая конференция в Японии. Я встретил одного парня, который делает очень быстрый блокчейн с крайне высоким TPS на базе технологии Intel SGX. Это было на хакатоне Intel в Китае еще в 2024 году. И в чем там суть? Дело в том, что сейчас наши лучшие показатели — это стабильные от 30 до 40 тысяч TPS. Но финализация транзакций происходит не в реальном времени, и эту проблему еще предстоит решить. Блокчейн для работы на рынках капитала должен обладать мгновенной финализацией, и это то узкое место, которое мы все еще наблюдаем. Solana очень хороша, мне она нравится, но я не могу избавиться от определенного чувства, когда общаюсь со своими друзьями, не связанными с миром блокчейна, а работающими на Уолл-стрит или в алгоритмической торговле акциями. Они все еще напуганы ситуацией, когда блокчейн Solana остановился на несколько дней. Они не чувствуют себя в безопасности, потому что не понимают технологию. Они не понимают, как это работает, что именно было исправлено, а что осталось. В их памяти запечатлелся один факт. Сеть однажды встала, и на этом все. Следующий вопрос про блокчейн от Google. Для меня это прозвучало как гром среди ясного неба. Google собирается запустить лучший блокчейн в мире, без всяких монет, чисто для микроплатежей внутри своей экосистемы. Я ждал этого годами. Ждал, когда придут по-настоящему крупные игроки, потому что для меня нынешний крипторынок — это просто бесконечные тестнеты. Это все несерьезно. Какие-то игрушки и просто шутка, по крайней мере, на мой взгляд. Вспомните этот маркетинговый факт. У эфириума более 3000 разработчиков только потому, что они могут нативно писать любой код и любые приложения благодаря языку Solidity и виртуальной машине эфириума. Но теперь мы видим, что в Algorand, прошу прощения, вылетело слово. В общем, теперь там можно создавать полноценные решения на языке Python. Да, сейчас действительно поддерживается множество самых разных языков. Да. И благодаря этому у нас есть миллионы разработчиков на Python. Этот язык настолько привычный и, если можно так выразиться, родной. Не знаю, насколько это безопасно в контексте блокчейна, но в любом случае на нем можно строить. То же самое нам говорит и Google. Вы можете писать решения на Python, а это значит, мы можем просто брать идеи из Ethereum или других сетей и переносить их.
верно. И мы можем делать это с помощью ИИ на Python, потому что АИ пишет код на этом языке просто потрясающе именно на Python. Я имею в виду, что разработчикам будет гораздо проще работать в такой связке, чем осваивать тот же язык Move или другие специфические языки. Не совсем. Python действительно лучший язык для написания ИИ-кода. Он очень хорош, потому что он простой, и для него существует огромное количество библиотек. Но все же, когда мы говорим о разработке, вопрос лишь в том, как мы обучаем специалистов. Я хочу вернуться к старым временам. До Algorand было несколько блокчейнов, которые фокусировались на нативной разработке. И были блокчейны, которые уже после Algorand пытались подружить технологию с популярными языками программирования. Давайте вспомним первый пример — Quorum. Думаю, вы о них никогда не слышали, но на корпоративном рынке они были довольно известны. Почему? Потому что они внедрили блокчейн, где вы могли хранить свои данные и структуры на Snowflake. Это очень популярная технология в любом облачном сервисе. В любой компании есть разработчик, который знает эту систему хранения. Но в итоге все заглохло, потому что, на мой взгляд, не было правильной бизнес-модели. Они не нашли нужных партнеров. После Algorand был еще Neo, версия 2, китайский блокчейн. Они проделали потрясающую работу над опытом разработчиков. Они нанимали ребят из Microsoft, которые строили стеки на .NET. Они перенесли все на привычные языки программирования, которые знают все. Они создали лучший опыт для старта, но бизнеса все равно было недостаточно. Моя теория такова. Если вы хотите строить новые версии блокчейнов, решений будет много, но чтобы привлечь разработчиков инфраструктуры и экосистемы, вам нужно оставаться в парадигме Ethereum. Вам нужно заинтересовать FUM-разработчиков, потому что они годами изучали именно эту часть блокчейн-экосистемы. Solana выиграла эту битву, когда выпустила свою SVM — Solana Virtual Machine, только благодаря грамотному обучению и фокусу на том, как переманить FEM-разработчиков в среду SVM. И мне это очень нравится. Я считаю, что это был самый умный ход в индустрии — привлечь как можно больше разработчиков в свою экосистему именно таким путем. Как ты считаешь, что будет дальше с приходом этих гигантов, корпораций вроде Google? Мы сейчас стоим на линии старта. Изменит ли это правила игры? Или же в блокчейне от Google на самом деле нет ничего серьезного? Мое мнение основано на предыдущих трендах. Да, у нас есть прецедентное право, и у нас есть опыт двух блокчейнов. Первый — это Telegram Open Network, TON, а второй — Libra от Meta. И решения там не были провальными. Я сам вносил вклад в разработку Telegram Open Network. Я искренне влюбился в их белую бумагу и следил за идеями полноценной версии блокчейна. Не той, что мы видим сейчас, а той самой версии, которую описывал Дуров. Мне также нравилась концепция Libra. Они могли внедрить блокчейн для такого огромного количества людей, что никто бы даже не заметил его присутствие, просто потому что это Facebook. Но если появится блокчейн от Google, я думаю, на следующей неделе Марк Цукерберг отправится прямиком в SEC, комиссию по ценным бумагам, да, к регулятору, и спросит, почему нам не дали вырастить Libra, почему мы должны были платить по этим судебным искам. Я думаю, это не в интересах правительства США, и они будут закрывать такие проекты. Может быть, у них возникли такие проблемы из-за того, что они пытались создать именно платежное решение со своей собственной монетой. Скорее всего, для SEC это стало главным триггером, так как проект слишком сильно напоминал незарегистрированную ценную бумагу. Они ведь могли просто печатать деньги и создать свой собственный закрытый мир платежей внутри экосистемы Meta, Facebook и Instagram. Это же, по сути, как рекламная модель. В таком случае они могли бы избегать огромных налогов на платежные операции. Я думаю, в этом и была основная загвоздка. И хотя речь идет о действительно больших парнях, правительство первым делом решило показать тех гигантам. Да, вы крутые, у вас за спиной миллиарды. Но прежде всего, мы власть, а вы просто бизнес. Мы здесь боссы, а вы просто бизнесмены. Так что, пожалуйста, знайте свое место. Мне кажется, дело именно в этом. Но скажи, каково твое мнение? Увидим ли мы в ближайшие 2 года, как 80, 90 или даже 96% проектов просто исчезнут на следующей фазе бычьего рынка? Просто потому, что они на самом деле не нужны экосистеме. Что ты об этом думаешь?
Ведь сейчас на рынке слишком мало ликвидности для такого огромного количества монет, проектов и блокчейнов. Да, я не думаю, что исчезнет 90% или около того, но, полагаю, мы потеряем почти половину экосистемы, потому что многие были сосредоточены только на построении сообщества. Но сообщество — это не всегда ликвидность. Было много проектов с хорошим технологическим стеком, но без реальной рыночной стоимости, без ликвидности. И в каждом цикле мы видим одно и то же. Какие-то проекты выживают, какие-то растут даже на медвежке. Но медвежий рынок — это небезопасное место для всех. Да, блокчейны действительно могут умирать. Как, например, блокчейн Каспер. Они ждали хорошего бычьего цикла, но в итоге проект закрылся. А мне он нравился, мы даже немного помогали им. В этом цикле у нас было много проектов на базе мемкоинов. Но на рынке уже есть свои короли и королевы в этом секторе. С этой точки зрения я верю, что многие проекты, связанные с экосистемой мемкоинов, которые просто пампились на хайпе, могут погибнуть при переходе к медвежьему рынку. Кстати, мы ведь помним, как хайп вокруг NFT сошел на нет, а потом на Solana выстрелил новый тренд. В первую очередь мемкоины. Как ты считаешь, вернутся ли NFT и мемкоины в будущем, или о них можно окончательно забыть? NFT уже вернулись, причем с четким пониманием того, ради чего эта технология вообще создавалась. По сути, на ранних этапах она просто ждала появления правильных механизмов токенизации в гейминге. И мне это очень нравится. Я смотрю на это в том числе как нейробиолог. Игровая индустрия не приняла те скам-проекты с NFT, но вот с мемкоинами ситуация иная. Я вижу, что они могут вдохнуть новую жизнь в индустрию гэмблинга. Если помните, в период с 15 по 18 годы практически каждый новый блокчейн начинался именно с азартных игр. А мемкоины — это, по сути, тот же гэмблинг. В текущем цикле у нас были мемкоины, а затем появились рынки предсказаний и PorpDex, децентрализованные биржи бессрочных контрактов. Но если говорить о популярности за пределами узкой экосистемы, то сначала выстрелили именно PerpDex, а уже за ними рынки предсказаний. Это один из основных сценариев использования денег, и не только в крипте. Людям просто нужны развлечения и адреналин, понимаете? Знаешь, я каждый день об этом думаю, особенно здесь, на Давосе 2026. Вспоминаю, как еще 3 года назад весь Давос только и говорил о стейблкоинах и блокчейне. Тогда это было главным трендом. А сегодня почти тишина. Мы видели разве что Circle House, видели ICP, и в общем-то все. Я имею в виду, что 5 лет назад здесь было огромное количество проектов, а сейчас все крутится вокруг технологий ИИ, новые проекты, различные сопутствующие темы и так далее. И вот что мне интересно, какой следующий тренд ждет блокчейн-экосистему? Раньше все внимание было приковано к самим сетям, потом к инфраструктуре, к мостам, но сейчас не видно ничего по-настоящему гениального, чего-то действительно нового и свежего. Некоторые проекты сейчас просто пытаются прикрутить ИИ к своей экосистеме. Так что, по твоему мнению, станет следующим большим шагом? Да, я думаю, у нас есть определенные циклы индустрии. Прошлый цикл был посвящен Web3 и блокчейну. Этот же цикл про ИИ, но с точки зрения его связи с блокчейном. Я большой фанат блокчейн-технологий, но при этом я не самый большой фанат криптоэкосистемы в ее нынешнем виде. Когда я пришел в эту индустрию в 2016 году, я начинал с исследовательской деятельности. Для меня это прежде всего наука, использование блокчейна для хранения данных ради их лучшей проверяемости. Это доступ к данным с временными метками, что позволяет отслеживать движение средств и цели их использования. Эта технология всегда была связующим звеном в индустрии между блокчейном, государственным управлением и централизованными структурами, такими как клиринговые палаты. Мы помогали строить такие системы. Сейчас то же самое происходит в Бразилии. Зачем они это делают? Неужели ради того, чтобы сэкономить условные $20 тысяч в год на хранении данных? Нет. Они внедряют это, потому что это обеспечивает принципиально иной уровень безопасности и права собственности на данные с технологической точки зрения. И я верю, что следующий тренд на 100% будет связан с синергией блокчейна и ИИ. Но если говорить о следующем хайп-цикле, я думаю, он коснется одной из двух сфер.
либо медицинских технологий, либо робототехники. Блокчейн поможет найти способ адаптации этих технологий к цифровой среде, и та экосистема, которая первой найдет способ это реализовать, заберет себе весь рынок. Что касается ИИ-технологий, я вижу двух главных игроков. Во-первых, это Coinbase. Их агентский протокол безумно интересен. На мой взгляд, это первая в мире попытка стандартизации платежей для ИИ-агентов. Google тоже выпустил свое решение, некую надстройку в области платежей. Но также стоит следить за NEAR из-за их фокуса на массовом принятии экосистемы. Сейчас мы этого еще не видим в полной мере, но я верю, что в ближайшие 9 месяцев мы станем свидетелями того, как NEAR значительно расширит свои возможности в области ИИ. Кстати, мы совсем забыли про Celestia. Ведь сейчас, по сути, появляется новый тип блокчейнов. Что ты можешь сказать о таких технологиях, как Monad или Celestia? Есть ли в этом смысл? Действительно ли это что-то свежее и новое? Это реально стоящие проекты или просто модульные блокчейны, в которых нет ничего особенного? Знаешь, я не очень люблю избыточное проектирование. В моей компании разработчики время от времени пытаются создавать очень сложные решения для самых простых задач. Но с чисто технической точки зрения мне нравятся такие проекты, как Monad или Celestia, потому что это что-то новое. Я вообще люблю новые технологии. Однако, если говорить о реальной ценности для рынка, возможно, какие-то блокчейны попытаются внедрить аналогичные решения внутри своих сетей. Но я не особо верю, что рынку это нужно прямо сейчас. Сейчас рынку нужна стабильность. Нужно готовиться к медвежьему циклу и стараться максимально сохранять ликвидность внутри сети. Да, я думаю так же. Если что-то совсем новое, значит оно еще очень зеленое. Вот взять тот же эфириум. У него огромное количество проблем. Он как швейцарский сыр, весь в дырах. И хотя его тестируют уже лет 10-11, я постоянно смотрю на активность разработчиков и количество коммитов. Я всегда говорю своей аудитории: ребята, если они каждый день ставят рекорды по количеству правок в коде, это значит, что проект все еще сырой. Спустя 11 лет он все еще зеленый. И если у эфириума с его EVM и кучей стандартов до сих пор такие проблемы, то что же будет с Monad? Что случится с ним через пару лет после миллионов реальных транзакций? Что будет с Celestia или другими блокчейнами, например, с ITP? Кстати, у меня есть отличные новости. Я общался с Ян Хаминиш. Он был главным разработчиком криптотехнологий в IBM, а потом присоединился к команде ECP. Сейчас, после завершения своей работы над ключевыми протоколами ECP, он запустил новый проект. Я расскажу о нем позже. Это действительно может быть гениально. Ян — потрясающий разработчик из IBM, который изобрел многие вещи в блокчейне интернет-компьютер. Мне очень нравилась эта технология раньше, но в ней до сих пор нет реальных кейсов использования и нет ликвидности. Как ты считаешь, а в чем главная проблема ECP? Я думаю, дело в тайминге. Я давно слежу за технологическим стеком ICP. Это и правда нечто гениальное. Да, я считаю, что это первый серьезный вызов для рынка облачных технологий. У нас есть большая пятерка: AWS, Google Cloud, Azure, Oracle и IBM. Долгое время на этом рынке не было никакой реальной конкуренции со стороны новых технологий. Но я вижу, что ITP встряхнул этот сектор. Раньше их внутренняя борьба сводилась к тому, кто даст больше бесплатных кредитов на облако, а не к созданию более совершенных решений. ICP начал бросать им вызов в духе: «Окей, ребята, мы всегда предложим лучшую цену. Что еще вы можете противопоставить?» И я должен сказать, что за последний год работа AWS и Google Cloud меня действительно поразила. Они начали внедрять все больше интересных инструментов для разработчиков, улучшать систему учета и так далее. В целом, я верю, что ICP должен стать полноценной альтернативой. Например, сейчас есть огромный спрос на канистры, Canisters, для работы с Solana. С моей точки зрения, интеграция запоздала, потому что децентрализация бэкэнда для Solana была действительно большой проблемой. До того, как ICP предложил свои решения, в бэкэнд-экосистеме Solana было слишком много взломов, но как только они реализуют полноценную поддержку, будь то через мосты или нативную интеграцию, как они сделали с XRP, они заберут этот рынок. Дальше они пойдут на рынок обычных веб 2 компаний. Сейчас многие разработчики в крипте
напуганы волатильностью. Что будет с рынком? Получу ли я зарплату через 3 месяца? И эти умные ребята пойдут в такие гиганты, как Apple, Google или Palantir. И они покажут им: ребята, зачем вы используете Google Cloud? На ICP есть решение, которое в 10 раз дешевле. И любая компания, умеющая считать деньги, сделает этот выбор. Да, но его до сих пор почти никто не использует. Всего около 15 тысяч уникальных пользователей, то есть уникальных кошельков в день. В чем же проблема? Знаешь, последние пару месяцев я изучал тысячи проектов, которые недооценены венчурными фондами. И я нашел Valrusta, это протокол хранения данных для экосистемы SUI. Я искал проекты, которые реально решают проблему хранения данных. Сейчас у нас есть только централизованные хранилища, но мы ищем дешевую, быструю и очень безопасную альтернативу. Конечно, мы любим Big Tech, Google, Amazon и прочих, но для блокчейн-технологий нам нужно что-то нативное. Что ты об этом думаешь? Есть ли, на твой взгляд, действительно стоящие проекты, что-то вроде Filecoin, но, возможно, новее, лучше и с большими перспективами? Слушай, я поговорю и о новом, и о старом добром. Наша компания Boosty Labs начиналась как партнер проекта под названием Storj. Это было первое в мире распределенное хранилище еще в 2017 году. С точки зрения кода на GitHub, это был крупнейший блокчейн-проект по созданию более совершенных решений для массового принятия. В этом году Storj была приобретена нашими друзьями, компанией Invenium. Я считаю, они проделали важнейшую работу для следующего поколения архитектур, создавая ИИ-системы для он-чейн хранения документов. Это процесс обработки самых важных частей документации через ИИ. Я искренне чувствую, что у того же Filecoin есть определенные проблемы с принятием в корпоративном секторе, и нам нужны новые игроки на этом рынке, потому что построить систему операторов узлов крайне сложно. Основатель Boosty, Виктор, помог построить крупнейшую сеть операторов узлов в пространстве децентрализованного хранения для Storj. И на текущем рынке, как я уже говорил, это практически невозможно повторить. Почему? Потому что простота управления стала критически важной. Последней большой проблемой для внедрения ИИ была цена оперативки. А ты сам веришь в такие проекты, как Space and Time, в технологии вроде Chia или во что-то подобное? Да, я действительно большой фанат Space and Time. Почему? Потому что они все упрощают. С точки зрения разработки мне, возможно, больше нравится The Graph, но с точки зрения пользователя Space and Time — это как прожектор для поиска данных внутри сети, и это чертовски круто. Понимаете, даже люди, которые никогда не касались блокчейна, аналитики или ребята с Уолл-стрит, которые хотят провести исследование он-чейн данных, им не нужно понимать, как все это устроено внутри. Процесс их погружения в систему займет часы, а не недели или месяцы. И если вы сможете привлечь больше таких высококлассных специалистов из других индустрий, которым интересен блокчейн, сейчас мы находимся как раз на этом промежуточном этапе. Последний вопрос, ребята, самый последний. Мы все знаем такие проекты, как Ether или IO.net. Они строят инфраструктуру для ИИ-вычислений, но это не совсем блокчейн в привычном понимании, это нечто иное. Ранее я уже упоминал, что эти проекты, по сути, просто собирают деньги, чтобы построить огромную инфраструктуру, закупить оборудование и создать мощные дата-центры для вычислений. Простите, вычислительные центры. Да, распределенные вычислительные системы. Но проблема в том, что в основном они просто продают монеты, чтобы покупать все больше и больше железа. На мой взгляд, сама идея отличная. Но когда фазы рынка сменятся, у владельцев проектов останется инфраструктура и оборудование, а у людей, которые покупали токены, не останется ничего, кроме самих этих монет. Как ты считаешь, это действительно нечто масштабное, на чем мы можем заработать, или это просто очень выгодная схема для владельцев компаний? Да, важный момент. Эти проекты на самом деле не закупают инфраструктуру сами. Они создают решения, благодаря которому любой владелец мощностей может легко их продать. С этой точки зрения я бы выделил Akash. Это отличный агрегатор в данной индустрии. Есть игроки, которые действительно создают качественную инфраструктуру, и сейчас даже биткоин-майнеры перестраивают свои дата-центры, чтобы поддерживать вычисления для ИИ. Верно.
Это классика медвежьего рынка. Когда наступает капитуляция, происходит нечто подобное. Я уже упоминал в прошлых выпусках, что 20% промышленных майнеров уже подписали контракты на следующие 5 лет, потому что это стабильный доход. А спрос на ИИ вычисления огромен. Ты упомянул Акаш, но они запустились еще до прошлого бычьего цикла. Какие проекты тебе сейчас нравятся больше всего? IO.net, Aether или Акаш? Я сам содержу ноды, так что для меня это выгодно. Я получаю, ребята, еще больше токенов. Приходится, сами понимаете. Но если смотреть реалистично, я считаю, что ICN сейчас делает очень правильные шаги, потому что они действительно наращивают качественную инфраструктуру и сейчас активно изучают спрос на ИИ мощности внутри децентрализованных систем. Проблема в том, что этой инфраструктуры все еще не хватает. Сейчас владельцам мощностей гораздо проще продавать ресурсы дата-центров напрямую локальным предприятиям, чем выходить на розничный рынок. Я думаю, когда подтянется ритейл-сектор, таким крупным проектам, как ICN, понадобится гораздо больше маркетинга, либо же нам нужно кратное увеличение спроса. Сейчас ребята, которые интересуются ганами, GANs, или обучением локальных ИИ-моделей, а именно в этом я вижу реальный спрос на ранних стадиях децентрализованных вычислений в Web3. Могут просто купить одну NVIDIA A100 или H100 за 40-60 тысяч долларов и развернуть ее у себя дома. Для работы с большими моделями это зачастую логичнее, потому что цены в распределенных экосистемах пока еще не стали достаточно конкурентными. Окей, переходим к нашей любимой теме — прогнозу цен. Где, по-твоему, будет дно в этом медвежьем цикле для биткоина? Я думаю, дно должно быть где-то в районе от 59 тысяч до 65 тысяч долларов. Я основываю это на данных об активах BlackRock. По времени это будет начало осени 2026 года. Это не финансовый совет, друзья. Мы говорим о технологиях, а не о торговле монетами. Спасибо всем. А вам не кажется, что по большому счету, если взять по-крупному, то крипта как бы все. Потому что если мы посмотрим, с чего она начиналась, на каких легендах, нарративах, на каких лозунгах, на каком маркетинге, в конце концов, в массы, в сотни миллионов людей пришла крипта в ежедневное пользование, в ежедневную жизнь, и сравним с тем, что она с собой представляет сейчас, наверное, скажем, что все. Все то, что было с 17 по 24 год. Все. Почему именно 24? Потому что именно тогда начались ETF. Ну, давайте перечислим. Прежде всего, это была децентрализация. То есть первый постулат, на чем вообще приходила крипта, это децентрализация, это прозрачность, это анонимность, это отсутствие тотальной отслеживаемости и контроля. Кстати, анонимность — это иллюзия с 2013 года. Отсутствие границ и защита, и огромная безопасность. Ну, если сюда добавим волатильность, она тоже уходит, она менее становится волатильной, если взять тот же биткоин или эфир. Регуляторная уязвимость, энергетический аргумент. Вот об этом, обо всем я хотел бы сейчас поговорить, предоставить те факты, которые, по моему мнению, реально ставят огромный знак вопроса на всей крипте. То есть, а крипта как бы это уже что-то другое. Это не то, с чем мы когда-то приходили в крипту. Ну, тогда, я напомню, тогда был в основном только биткоин, и тогда речь шла про децентрализацию, про анонимность, про постоянный рост, ну, и такие были нарративы, как, знаете, ну, вообще биткоин, что это такое? Распределенная сеть без единого контроля, без единого центра, то есть нет конкретного человека, кто централизовывает, какой-то Сатоши Накамото канул в лету, и битки свои не трогает, и вообще на них можно пока закрыть вопрос, все держится на майнерах, на нас с вами, на людях, которые верят, которые покупают, которые пересылают, которые пользуются и так далее. Ну, факты сейчас немножко другие, потому что хешрейт сконцентрирован в крупнейших майнинг-пулах, то есть это прежде всего Foundry USA, Antpool, и по факту, если цена будет продолжать падать, сейчас вот BlackRock одно говорит, там Fidelity другое, какие-то инвестдома третье, от 77 до 84 тысяч долларов, в зависимости от региона, сейчас стоит единица добычи биткоина, а цена находится ниже этих значений. То есть пока что некоторые майнера работают в убыток, либо отключаются, потому что им дешевле сейчас не добывать биткоин, а просто идти с рынка покупать. Собственно, те, кто накопили жирку, так, наверное, и сделают. Как только весь свободный биток будет выкуплен, цена пойдет вверх. Так говорит математическая модель. Крупнейшие кастодианы, например, Coinbase, хранят миллионы биткоинов от имени клиентов. То есть
какая может быть децентрализация, если у вас, первое, хешрейт сконцентрирован в основном в Соединенных Штатах у определенных пулов, второе, кастодианы, это ETF, BlackRock, это Fidelity, это Vanguard и все остальные вместе взятые, ARK Investments там, и так далее, плюс Coinbase, плюс Grayscale, то есть по факту большинство биткоина централизованно хранятся у эмитентов, то есть у институционалов. А ETF понятно, ну и 2% адресов вообще всего биткоина контролируют почти все биткоины. 2%. Поэтому про децентрализованное хранение забывайте. Институционалы, киты и ноунеймы, которые полностью контролируют всю миссию. Поэтому куда пойдет цена, контролируют эти ребята. Если они решат ему быть, он будет. Если они решат нет и начнут сейчас массово сливать все свои объемы в толпу, цена биткоина опустится от 1 до 4 тысяч долларов. Математически мы посчитали, что это примерно будет вот такая вот цена. То есть цена не просто рухнет, она укатается в пол. И процентов, наверное, 80-90 майнеров отключатся и навсегда забудут про это нововведение и переключатся на AI. Поэтому вот этот первый факт, это мы сейчас начнем с биткоина, потом перейдем касательно стейблкоинов, блокчейнов и всей остальной крипты. Поэтому первый нарратив, на котором децентрализация и прочее, он разбивается в пух и прах. Нет никакой децентрализации даже в биткоине. Это уже централизованный актив, ставим точку. Поэтому первый нарратив, на чем приходил вообще батя наш, да, всех времен и народов, он разбился о скалы институциональных инвесторов. То есть инфраструктура стала институциональной, сеть распределена математически, только математически, не физически, контроль распределен экономически по силе капитала, по уму. Поэтому банковская система честнее в этом смысле, ведь у нее нет мифа о децентрализации. Она прямо и говорит, что мы гаранты, нам можно верить, мы контролируем, все будет нормально, давайте с нами. То есть вот это банкиры, да, и рядом биткоин, который как бы обещает, как бы за ним никого не стоит, но в случае что, в банке вы знаете, к кому идти. Здесь вы пойдете к невидимому Сатоши. А второй нарратив, на котором приходила крипта, это прозрачно. И знаете, в чем самый большой прикол? То именно в этом году, вот выходит сейчас Aztec, выходит в Zero монетка, ну, будет блокчейн Zero, в Layer Zero выходит новый блокчейн на ZK технологии, потому что все понимают, что для институционалов нужна скорость, быстрота, дешевизна и анонимность по технологии ZK. Нулевое подтверждение, нулевое доказательство происхождения. То есть, что у тебя есть на счету деньги, но ты не можешь посмотреть сколько. Потому что вся эта история с прозрачностью... Давайте я вам просто приведу маленький пример. Вы знаете, что ряд криптонов как огня боятся холодных кошельков. Это сейчас будет нонсенс, да? Это полностью переворачивает всю парадигму, но это реально правда. Многие криптоны держат свои деньги на бирже по одной простой причине. Когда ты с биржи кому-то отправишь хоть 3 копеечки, человек не... Ну, он увидит твой адрес, но он не может проверить, сколько у тебя каких монет лежит на бирже. Он не может посмотреть. Это такой суррогат вот этой технологии ZK, которые хотят внедрить. На холодном же кошельке, если ты когда-нибудь с холодного кошелька кому-нибудь что-то отправляешь, можно размотать весь клубочек твоих кошельков. Кому, когда, куда, откуда пришли, сколько и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому холодными кошельками нужно как инструментов управлять и пользоваться ответственно, зная, как ими пользоваться, как менять адреса, как свапать, как случайно не сделать так, чтобы ты запятнал свой холодный кошелек в какой-то чернухе через какую-то левую, не дай бог, какую-то там миксерную историю. И потом ты не будешь знать, что тебе делать с этой криптой. Поэтому многие серьезные криптоны говорят: ребят, мы лучше предоставим источник происхождения, пройдем KYC и прочее, там, AML, все пройдем, выберем себе надежных 2-3 биржи, децентрализованно, ну, в смысле, диверсифицируемся на 2-3 биржах и будем хранить там деньги. Но холодные кошельки ведь еще и отследить можно. Об этом вообще мало кто знает, но только заядлые криптоны знают, что биткоин отслеживается. Да будет вам известно, да, можно посмотреть, с какого IP-адреса происходит транзакция. Действительно, это абсолютная правда. А те, кто знают, как отслеживать и пытаются противодействовать этому, очень сильно, как правило, заморачивают. И тут становится вопрос, а стоит ли эти заморочки того? Более того, если случайно на твой кошелек упадет немножечко неправильная крипта, то при первом же заходе на биржу она будет заблокирована, и ты можешь лишиться средств, либо иметь большие проблемы потом в будущем. Поэтому сразу вопрос. Прозрачность — это хорошо. Вот то, что мы сейчас получили, децентрализованная прозрачность, это для многих сейчас огромный геморрой. И я ежедневно получаю обращения ребят, абсолютно обычных ребят, которые просят: пожалуйста, верните наши деньги. У меня они лежали на холодном хранении, я завел на биржу, и вот тут они были заблокированы. Оказывается, там какая-то сумма, какая-то кусочек крипты, какой-то был черный, какой-то неправильный, какой-то. Естественно, незнание законов не освобождает от ответственности. Пришли уже регуляторные правила, особенно в Евросоюзе. Плюс Travel Rule. Теперь ты еще и отвечаешь за то, кому ты отправляешь свою крипту. Поэтому вот эта вся история со свободой,
разбивается о регуляции. Регуляции никогда еще плюс не работали для свободы. Нарратив того, что блокчейн это прозрачность, это проверяемость, trustless модели там и прочее, все, забыли. Значит, все транзакции публичны навсегда. То есть, прежде всего, блокчейны это способ вас отследить и записать на веки вечные. И если вы на всей продолжительности своего существования, там, через 5 лет что-то нарушите, можно будет посмотреть всю вашу историю назад, ведь все ваши ходы записаны. Главное запеленговать хоть один ваш кошелек, который был связан с остальными, и можно размотать весь клубочек. Поэтому блокчейн это запись всех ходов на годы вперед. Поэтому если вы что-то там накосячите, вас можно будет размотать на несколько лет назад и посмотреть все, и не отвертитесь. На блокчейне ничего нельзя переписать, удалить или что-то с этим сделать. Поэтому вот так. Chain Analysis и аналогичные аналитические компании также деанонимизируют адреса. Поэтому иногда вы даже вроде ничего не нарушали, но были связаны с каким-то адресом, который нарушил. И вот тогда по цепочке разматывания могут к вам тоже постучаться, и на всякий случай вас тоже проверить. И вы получите письмо счастья, что вы попадаете под полную проверку. Докажи, покажи, достань, ага, что это, куда кому отправляли, а когда и куда. Поэтому, вы знаете, тут уже половина криптонов не очень-то и с улыбками бегают и радуются этой вот прозрачности там, и прочей фигне. В большинство юрисдикций криптоотчетность обязательно уже, а с этого года все ваши передвижения в 27-м будут переданы в налоговую службу. Поэтому еще и могут вас за налоги. Вот так. Поэтому там не то, что не до улыбок будет, там все будут проклинать, на чем свет стоит. Поэтому крипта прозрачнее банков. То есть банки оказываются более анонимными, чем крипта по итогу. Это преимущество, конечно же, для аудита, с одной стороны, и минус для приватности. В банке вас может проверить регулятор по запросу. В блокчейне видят все. И хорошие полицейские, и плохие полицейские. Поэтому, кто не спрятался, я не виноват. Поэтому анонимность — это иллюзия. Вообще, этот нарратив появился еще в 2013 году. Распространение пошло, да, что биткоин, он псевдоанонимен. Точнее, я тогда говорил, что он анонимен. Вообще, он псевдо, но он не анонимен, если что, на всякий случай. Потому что как только адрес, хоть один из ваших адресов будет связан с вашей личностью через биржу, где вы проходили KYC, как тут же будет весь клубочек размотан, и вся история ваша открыта. Поэтому с 2017 по 2023 год появились такие вещи, как FATF Travel Rule. Если кто не знает, пожалуйста, проверьте, что это такое. AMLD5 в Евросоюзе. Массовая интеграция блокчейна с правоохранительными органами. То есть, если где-то идет уголовное дело, и вы соприкасались с этим кошельком, можно случайно попасть под раздачу. И такие случаи бывали. Особенно это было связано, вот у нас в комьюнити ребята бегали в какие-то обменки, что-то там меняли, доменялись до того, что поблочили им средства. Почему? Потому что, некоторые обменки берут абсолютно все. Это у них операционная работа, они, конечно же, там особо ничего не проверяют. И вот тут взяли, кому-то отдали, и то, что они отдали, оказалось. Поэтому в блокчейне есть еще один минус. Опять, крипта, она ничего никому не гарантирует. То есть отсутствие гарантий и защиты — это еще один минус, который проигрывает банкам. Например, ключевые такие кейсы, которые были 2014 года, это, конечно же, MTGOX, Джет Макали, большой привет. Это FTX, и Сэм сейчас сидит, да, крах на много миллиардов. Это Celsius Network, это Terra Luna, да, практически любая монета. OM недавно падал-то на 99%. То есть многие монеты попадали на 99%, и что? Ни хрена, спасибо за ваши деньги. То есть люди через монеты отжимали вашу ликвидность, а потом через какое-то время говорили вам большое вам спасибо и до свидания. Поэтому крипта потеряла вот этот вот момент, притом достаточно давно. И когда все спрашивают, так а в чем прикол крипты? И все такие говорят, как в чем? Потому что систему для отслеживания финансовых потоков и всей чернухи построили за деньги людей, которые участвуют в серых схемах чернухи. А вам? Гениально. Вот. Системный момент следующий. Нет страхования вкладов, прежде всего, в крипте. Страховок нет. Здесь никто не застрахован от взлома. Если говорить про эфир, это вообще катастрофа какая-то. На миллиарды ежегодно ломаются смарт-контракты. Все хвалят эфир, все его что-то торгуют на биржах. Но большинство никогда в жизни не пользовались по-настоящему смарт-контрактами эфира и не соприкасались с этими историями. Большинство криптонов. Максимум, кто с эфиром соприкасается, это просто покупают, продают на бирже и смотрят график эфира. И их интересует только цена. Все просто пинают балду, понимаете? Так пользуются свойством можно купить и можно продать. Все. Больше никого ничего не интересует. То же самое с биткоином. Можно купить, можно продать. Но в блокчейне биткоина никто не ковыряется, тапрутом никто не пользуется, Lightning Network практически никто не пользуется, массового применения нету. Максимум там на холодный кошелек перевести, либо поторговать на дексах, либо завести на биржу, вывести с биржи.
и просто поторговать. Вот к чему свелся функционал биткоина. Ну, а если говорить о майнерах, так там это вообще отдельная программа, наверное, по этому поводу. Нужно, чтобы сняли да рассказали. Поэтому вот эти вот, смотрите, ну, MTGOX это 850 тысяч биткоина было потеряно, 40 миллиардов примерно в Terralunia. То есть это не шутки. Десятки миллиардов ежегодно люди теряют на крипте. Кому они потом ходят за разбирательствами? Да практически никому, потому что большая часть потерянных денег в крипте никто уже никуда даже не ходит. А те, кто даже и ходят и могут предоставить документы за каждый свой сатошик, либо за каждый свой USDT, даже те, кто ходят, иногда это заканчивается годами, длятся эти дела уголовные. Ну, правда сказать, сейчас уже, конечно, получше дело, там находят, все хорошо, но это все равно огромный геморрой. В банках это все намного проще, быстрее и чистее. Поэтому, ну что, в крипте нету FDIC, FD, так называемый, да, эквивалент для самокастери. Любая ошибка в сид-фразе — это потеря навсегда. Это тоже один риск, которого в банке, ну как, ты не можешь на неизвестный счет привести. Ты конкретно должен указать, кому ты переводишь, банк-корреспондент и так далее, так далее, так далее. В крайнем случае, если такого не существует, тебе деньги не уйдут, они тебе вернутся на счету, ты их не потеряешь. Поэтому ошибка в сид-фразе и потеря навсегда, либо ошибочно на не тот адрес отправил, или еще какая-то фигня исключается в банках, а здесь она, конечно же, есть. Ну и взлом DeFi или взлом смарт-контракта, либо вашего кошелька, либо еще что-то, это тоже потеря средств навсегда. А учитывая последние кейсы с Bybit и эфириумом, никто вам их не собирается вернуть. Никакие виталики, педалики, буталики, никто вам деньги не вернет. Банк возвращает украденные средства по chargeback. Есть такая функция. А блокчейн фиксирует потерю и все. И потом рассказывает про, ну мы же децентрализованные, мы же там псевдоанонимные, БББ, МММ, и вы никогда деньги не вернете. Поэтому еще один риск, конечно же, крипты, не в пользу крипты, это ее волатильность. Потому что иногда минус 70, минус 90%, даже биткоин на 85% проседал неоднократно. И в принципе, при такой волатильности, ну, конечно, есть корреляция с NASDAQ в периоды ужесточения ликвидности, но так или иначе, это актив высокой бета-волатильности. Это не может быть стабильным платежным средством. Единственное, что стабильно более-менее, если тражаки будут стоять нормально по доходности, это, конечно же, стейблкоины. Но и к ним, мы знаем, были проблемы, были вопросы, когда депегали на 12-15%. То есть терял свою покупательскую способность Tether, либо USDC в моменте из-за нехватки ликвидности. Поэтому, конечно же, это намного лучше, чем какой-нибудь биткоин или какие-то альты, потому что те могут на 99% падать. Но вот системный риск, такой как волатильность, это серьезная проблематика для всей крипты и для крипторынка в целом. Поэтому следующий минус, который я бы назвал, который опять разбивает всю легенду про криптовалюты, это США усиливают контроль через SEC, то есть регуляторная уязвимость. Вот я бы, наверное, вспомнил бы ЕС и ее МИКу, которая убивает потихоньку отрасль в Евросоюзе. Многие проекты вообще уехали, кто в Азию, кто в Дубай, кто в Соединенные Штаты. То есть регуляторка бьет сильнее под дых, чем все, что я до этого рассказал. Децентрализация не защищает от регулятора. Биржи вынуждены соблюдать требования, а без бирж, вот давайте так представим на сегодня, что завтра у вас биржи куда-то исчезнут. Во что превратится эта индустрия? Ребят, ей цена будет как в 2015 году. Оно все обвалится к чертовой матери. Это как индустрия без стейблкоина. Поэтому биржи не могут, биржи приобретают свойства банков. К биржам подключены карты. Visa, MasterCard, вы можете их выпустить, и вы можете тратить свою крипту через карт. Полная прозрачность, полный контроль, комплаенс и так далее. Это все сейчас биржи. Ну, наверное, один из минусов это, конечно же, энергетический аргумент. Если мы говорим про биток, это proof of work. То есть кто-то постоянно должен кормить ежедневно там каких-нибудь 40 миллионов, 35-40 миллионов давать за электроэнергию, за то, что система вообще существует. И кто-то эти деньги постоянно выносит. То есть, чтобы вы понимали, ну давайте так, от 2 до 5 миллиардов долларов в год из биткоина выносят реальных денег майнера. Это по меньшей мере, может быть даже и больше. То есть вы должны понимать, что написали на этом пузыре 2 триллиона и ежедневно десятками миллионов выносят только на электроэнергию, на оплату счетов электроэнергии. А еще амортизация, налоги, аренда, обновление оборудования, само оборудование и пошло-поехало. И это тоже требует денег, поэтому эта система постоянно жрет деньги. И сколько бы сюда не прибывало из заднего хода, заднего двора,
выносят ящиками деньги из этой системы. Поэтому ликвидность уходит из биткоина, из крипторынка через вот эту вот неэффективность энергетического аргумента, назовем это так. Ну, что я могу сказать? Давайте вот если прорезюмировать, ну, что я могу сказать? Децентрализация, она смещается к институциональному контролю и к концентрации больших игроков по силе капитала. Приватность никакая, особенно если у вас KYC, какая может быть приватность, и все ваши кошельки уже посчитаны аишками и привязаны друг к другу. Гарантий никаких в крипте нету, меньше, чем в банковской системе. Риски взлома высоченные, выше, чем в банковской системе. Риски банкротства проектов такие же, выше, чем в банках. Ну, банки там иногда, конечно, какие-то банкротятся, но там есть страхование выплат. Здесь нет никаких страхований выплат, и ну, проект может соскамиться, да и все. Регуляции усиливаются, давление усиливается, соответственно, работать сложно. Крипта стала, с одной стороны, более зрелой, а с другой стороны, она менее идеалистично от тех нарративов, которые изначально заявляла в первые свои годы. Свобода требует ответственности, это нужно понимать. Итого мы можем выделить 4 основных риска. Первый, который я бы выделил, это кастодиальные риски, то есть риски хранения у кого, где и как. Регуляторные ограничения, потеря приватности, волатильность и сокращение ликвидности. Вот основных 4 риска, которые я бы, наверное, выделил. Ну и как вывод, биткоин, конечно, не потерял все преимущества. Он потерял вот эту, знаете, такую либертарианскую романтику, которая была в 15-м, 16-м, даже 18-м, даже 19-м году, даже на медвежке, но что-то в этом было такое, знаете, такой вот дух свободы, флешка, и ты молодец, и ты на коне, да, оно еще выросло сильно, да еще у тебя есть свободные деньги, и ты молодец. Вы знаете, биткоин превратился из такой некой либертарианской финансовой революции в инфраструктурный слой финансов для контроля. Ведь еще раз напомню, все ваши ходы записаны на блокчейне на веки вечные, и хоть один кошелек, если вы свой спалили, все ваши передвижения когда-либо биткоина известны до сегодняшнего дня. Ну, а дальше все, конечно же, решит ликвидность и геополитика. Как там будет, как решит BlackRock, Vanguard, State Street, как решит регулятор, SEC, CFTC. Это мы узнаем в 2026 году, ведь будем надеяться, что весной примут Clarity Act, и по нему наступает новая эра контроля и отслеживания криптовалют. Поэтому, друзья мои, вот примерно такой у меня разбор по крипте. Что я могу сказать? Большинство так называемых блокчейнов и криптопроектов на самом деле являются на сегодняшний день уже ближе к компаниям, ближе к акциям компаний. Конечно же, это все на цифровых рельсах, но тренды по-прежнему будут инфраструктура стейблкоинов, я об этом говорил многократно, оцифровка всего и вся, так называемый RVA, токенизировать можно золото, акции, облигации, абсолютно все. Этим и будет начинать заниматься CFTC, как только получит на руки рабочий, уже проголосованный, подписанный президентом документ в виде Clarity Act. Genius Act есть, в него будут вноситься правки, я думаю, особенно после осени. И Clarity Act. Clarity Act, Genius Act будут работать вместе, и, конечно же, новая эра крипты начнется, я думаю, в 2026 году, во второй половине года. Я думаю, что самые важные месяцы для этой крипты с июня по конец августа. Вот это самый важный момент в этом году. Поэтому ждем, положив руку на сердце. Я говорил, что будет 3 фазы в этом году. Февраль, май, август. Вот примерно вот такая вот разбивка. Ну, в феврале вы уже увидели, на что способна крипта, да? Половина уже даже разговаривать не могла и не записывала даже сообщения, потому что, ну, все офигели. Многие еще с 90, с 80 кричали, как мы сейчас полетим наверх, сейчас как там будет альтсезон очередной раз, у них там уже 25 раз подряд. Но в итоге $60 тысяч за биткоин, и этим еще раз напомнили нам, где мы находимся и кто мы. Итак, в этом видео я просто вам решил напомнить, так что же в итоге у нас с криптой.